Апранович будзе адпаведна па-расейску. Ну і пачнем традыцыйна з навінаў, а дакладней нават з такіх з ваенных лічбаў. 1403 авіяналёты з пачатку вайны здзейсніла Расія на Украіну. Лічбу агучыў спікер Украінскага міністэрства абароны Александр Матузянік. Да таго ж, расійская армія часткова прасунулася ў данецкім кірунку. У кірунку Мікалаева праціўніка спынілі. Выканаць заданне і атачыць Кіеў расійскім войскам гэтаксама ворагаў не ўдалося. Есть цифры и с российской стороны. 562 российских военнопленных находятся в Украине. Об этом сообщила украинская вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. С ними в Украине обращаются в соответствии с международным гуманитарным правом, добавила чиновник. Также в Украине начали работу специальные лагеря для военнопленных, предусмотренные Женевской конвенцией. Там взятым в плен оказывают медицинскую помощь. Ну а Расія ўсцяж перакідвае ў Беларусь свае войскі. Цяпер з аддаленых частак краіны. Гаворка пра асобнае падраздзяленне 155-й брыгады марской пяхоты з Уладзівастоку і 40-й брыгады марской пяхоты з Петрапаўлаўску-Камчацкага. Пра гэта паведамляе Генеральны штаб Збройных сілаў Украіны. Выкарыстанне войскаў з усходу Расіі сведчыць пра нястачу сілаў праціўніка. 11 сотрудников белорусского посольства покинули Украину. Об этом сообщил Игорь Сокол, посол Беларуси в Украине. Его самого перед отъездом украинский начальник погранслужбы Сергей Дейнека попросил передать белорусскому коллеге Анатолию Лапо 30 серебряников. Такую плату получил Иуда за то, что предал Христа. Ну а сёння ў Беларусі гадавіна плошчы 2006. 16 гадоў таму, 19 сакавіка 2006 года, беларусы выйшлі на пратэст супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, у якіх, паводле ЦВК, з падтрыманнем 82,6% галасоў перамог Александр Лукашенко. У мітынгах на Кастрычніцкай плошчы ў Менску бралі ўдзел паводле розных ацэнак ад 9 да 30 тысячаў чалавек. Акцыі пратэсту трывалі да 25 сакавіка. З ужываннем гвалту мітынгоўцаў разганяла міліцыя ДАМАП. У апошні дзень пратэсту сілавікі ўжылі светлашумавыя гранаты, слезацечны газ, стралялі гумовымі кулямі. Паводле праваабаронцаў, тады больш за 500 асобаў былі арыштаваныя, дзясяткі пацярпелі. Ну і таксама гаварылася пра магчымыя смяротныя ахвяры. Ну а сёння адбылася жывая тэлефонная лінія з міністрам, гэтак званым міністрам абароны Беларусі Віктарам Хрэніным. Наша глядачка патэлефанавала, каб спытаць, чаму Беларусь стала сапраўдным палігонам для чужога войска. А расійская вайсковая тэхніка ездзіць нават па Менску. У адказ жа ёй параілі больш глядзець тэлевізар, што, праўда, не Белсат, і не займаць увагу міністра надуманымі праблемамі, бо ён, як выявілася, вырашае камунальныя ды іншыя праблемы. Зрэшты, што я гавару, давайте послухаем разом з вами. У меня родственники живут в одном маленьком городе, и они очень переживают за то, что вообще происходит. Ну что, двигается техника, проходит мероприятие. Поэтому пусть не переживают, ничего страшного не будет. Да, но вы сами видите, что происходит, и они переживают, что скоро их территория будет военизирована. Территория чья? Там, где мои родственники проживают. Ну они где, на какой территории? Они находятся в Наравлянском районе. Ну у нас, именно на территории Беларуси? Ну, конечно, на территории Беларуси. Ну, техника ходит, ну что же делать? Проходят соответствующие мероприятия, учения и так далее. Учения, по-моему, должны были закончиться 20-го, если я не ошибаюсь. Ну, так выступал же, да, руководство страны говорило. Да, все сказано было, по телевизору же говорил. Скажите, но вообще что происходит? Потому что по столице нашей двигается техника какая-то военная. Вообще, как это вы можете... Сказал, но у нас на сайте Министерства обороны все есть информация, которую вы можете получить. Все. Другого мы ничего не можем сказать. Все же по телевизору говорят в новостях постоянно. Доводят до населения, что происходит, как что. Но подождите, вот сейчас это проходит прямая линия с министром обороны.
И я хочу услышать от него, почему у нас вообще Беларусь находится в каком-то военном положении. Страна, которая всегда говорила, что мы мирная страна. Послушайте, пожалуйста, меня. В соответствии с статьей 34 Конституции вы действительно имеете право интересоваться о деятельности государственных органов и других мероприятиях в стране происходящих. Но формат прямой телефонной линии в соответствии с директивой 2 это решение проблемных вопросов граждан. Скажите, пожалуйста, у вас есть какая-то проблема, которую надо решить? Например, проблема, связанная, может быть, с организацией жилищно-коммунального хозяйства, там, работы, торговли, транспорта, качества медицинского обеспечения. Извините, а как вообще министр обороны решает качество торговли и коммунальные какие-то вопросы? Меня волнует то, что в Республике Беларусь очень много военных. Еще раз И, говорю, что есть с соответствующие территорией? мероприятия, посвященные разъяснению этой обстановки и вопросов. Этот формат прямой телефонной линии – это решение проблемных вопросов граждан. Еще раз задаю вопрос. У вас есть какие-то проблемы, требующие решения? Что мы здесь с вами решили эти проблемы. Все, что касается разъяснения происходящих мероприятий, событий, это формат другой. Есть пресс-служба Министерства обороны, она дает достоверную информацию, разъясняет сведения и так далее. Мы здесь решаем проблемы. У вас есть проблемы? Да, моя Какая проблема? в том, что в Беларуси сейчас находятся войска, что с территории Беларуси сейчас бомбят соседние Это страны. не формат. Это не формат телефонной линии. Еще раз вам А говорю. какую проблему вы можете решить? Вот скажите, пожалуйста. У вас есть проблема или она у вас надуманная какая-то? В смысле надуманно? Ваша личная проблема. Я еще раз говорю. А какой министр обороны, извините, кроме того, что меня волнует, в каком осадном положении находится Республика Беларусь, вот министр обороны может решить. Министр обороны что, цены в магазине уменьшит или продуктов больше У завезет? министра обороны есть соответствующая компетенция. И в пределах этой компетенции министр обороны действует. Это вопросы, связанные с военными пенсионерами, это вопросы, связанные с членами семей военнослужащих, жилищные вопросы и так далее. Вот эти вопросы министр обороны решает. И для этого эта телефонная линия и нужна. Я толькі нагадаю, толькі што вы праслухалі фрагмент размовы грамадзянкі Беларусі з здрайцам, баязліўцам і пасобнікам акупантаў. Вот, но раз мы не можем задавать вопросы о участии Беларуси в этой ужасной войне министру обороны, ну, по крайней мере, человеку, мы там который можем, себя ён таким папросту не называет. міністр обороны Беларусі, трэба зразумець па факце. Вот. Ну, придется тогда все эти вопросы нам обсуждать с историком и политическим обозревателем из Германии Александром Фридманом. Он уже с нами на связи. Александр, здравствуйте. И вот хочется начать с такого самого актуального. Это переговоры между Украиной и Россией. И вот сегодня министр иностранных дел России Лавров заявил, что надеется на то, что российская война в Украине, ну или спецоперация, как они любят это все называть, завершится подписанием всеобъемлющих документов, ну, по факту мирным соглашением. Ну вот, а есть вообще какой-то другой вариант? Вот всегда, постоянно же сейчас повторяют, что любая война заканчивается мирным соглашением. Так в чем вообще суть этого заявления? Ну, я думаю, что суть этого заявления Лаврова заключается в надежде его и в официальной российской позиции, что последует в исполнении Украиной тех требований, которые озвучивала уже Россия, то есть фактической капитуляции Украины. Это является целью России. Но мы же одновременно знаем и видим заявление украинской стороны, которая на капитуляцию не пошла и, по всей видимости, не пойдет. Поэтому, очевидно, если эта война когда-то завершится, вернее, будет остановлена, и в ней поражение той или другой стороны будет неочевидным, то будет подписано какое-то соглашение. Но пока такого большого оптимизма, разумеется, нет, потому что переговоры идут, а никакой конкретики-то, собственно говоря, нет. Как и куда продвинулись стороны, мы же не знаем. Александр, паслухайце, тады атрымліваецца, што все гэтыя выказванні Лаўрова гэта што? Гэта папросту спроба паказаць, што а вось мы такія хорошыя, а мы ўвесь час вось за перамовы, ўвесь час як бы за мір. Толькі паглядзіце, гэта украінцы не хочуць, мы да іх прыходзілі і вызваляць іх, а яны не хочуць, таксама там штосьці страляюць. Мы тут і за мір хочам, а яны не хочуць. Ці гэта вось гэта мы зараз назіраем?
Но мне падаецца, што ўсё тое, што кажуць і Лаўроў, і Пуцін, і Шойгу, тым больш там нейкі Медведзеў, гэта ўсё такое сатрасанне паветра. Мы ж ведаем, з кім мы маем справу, за што адказваюць гэтыя людзі, якія рашэнні прымалі гэтыя людзі, за што ім прыйдзецца адказвацца за тыя злачынствы, якія ўжо ў Украіне адбыліся і адбываюцца. Акрамя таго, мы ведаем, што асаблівасцю гэтых людзей з'яўляецца паталагічная хлусня. Таму успрымаць тое, што яны гавораць, разглядаць і аналізировать гэта, ну гэта патрэбна ўсё ж таки ў пэўнай ступені, бо іншай інфармацыі у нас няма. Але мы павінны заўсёды ведаць, што мы маем справу з людзьмі, якія за свае словы не адказваюць. Таму і да ўсяго гэтага трэба адносіцца адпаведным чынам. Мне падаецца, што міністр замежных справаў Кулеба выказаўся, калі не памыляюся, 2 тыдні таму ці тыдзень таму досыць трапна, бо тое, што сыходзіць ад Лаўрова, яно мала адрозніваецца ад звычайнай расійскай прапаганды кшталту Салаўёва ці Кісельова. Вось і падыходзіць да гэтага трэба адпаведна. Мы ж не ўспрымаем гэтую прапаганду Салаўёва сур'ёзна. Вось і такую ж сэнс маюць і заявы Лаўрова. Гэта прапаганда. Ці азначае гэта, што асноўныя аргументы ў размове з крамлёўцамі, з гэтымі прапагандыстамі, гэта поспехі на полі бою, найперш? Ну так, менавіта. У нас жа ёсць вельмі добры прыклад французскага прэзідэнта Макрона, які адыгрывае ролю такога, ну я не ведаю, псіхатэрапеўта Пуціна. Ён ужо размаўляў з ім 10 разоў. І ў прынцыпе тое, што падчас гэтых размоваў адбываецца, ну яно ж заўсёды аднолькава абсалютна. Вось адбываецца размова, размаўляюць там гадзіну, 2 гадзіны, часам размаўляюць Шольц Макрон з Пуцінам, часам адзін Макрон, а потым ідзе паведамленне сціслае з французскага боку, што выніку няма, нічога не дасягнулі. Пуцін жадае працягваць аперацыю далей, дамовіліся толькі пра тое, каб працягваць дыялог. Ну вось такія вынікі, усе гэтыя перамовы, якія пакуль вяліся, размовы, якія вяліся, там вынікаў-то фактычна няма. Отойдем немного от больших политиков и поговорим о простых людях. Вот вы написали в своем фейсбуке, что не стоит сейчас задаваться вопросом, стыдно ли быть россиянином. Ну, можно то же самое, наверное, сказать и о белорусах. Нужно задавать вопрос, что нужно четко понимать, что сегодня стыдно не быть украинцем. Вот скажите, что именно вы понимаете под этой фразой и каким образом там белорусам и россиянам, которые сопереживают украинцам, вот стать чуть-чуть украинцем? Ну, я имел в виду смысл борьбы Украины, борьбы украинцев за демократические ценности и за свободу, которую сегодня ведет Украина. И основной целью, я считаю, всех людей, которые считают себя свободными, считают себя демократами, да и в принципе считают себя приличными людьми, является поддержка Украины. Сегодня, по большому счету, мы все украинцы, потому что украинцы борются сегодня не только за свою страну и за демократию, они борются за весь свободный мир. В такой ситуации мы все должны быть украинцами и думать о том, что мы можем сделать для Украины, как мы можем поддержать Украину, а не заниматься какими-то самокопаниями по поводу России, там, режима Путина или режима Лукашенко. Это все такие вопросы моральной вины, ответственности и прочее. Эти вопросы будут актуальны, когда закончится война. А сейчас нужно все сделать, чтобы она закончилась и, безусловно, закончилась победой Украины. Поэтому как раз-таки мы все с украинцами находимся в одной лодке и должны, с моей точки зрения, их всеобъемлюще поддерживать. Александр, послухайте, но все мы цудоўна разумеем, что вот гэтая война, Кремль, Путин ее пачаў з-за того, что Украина зрабіла гістарычны выбор на карысць нацыянальнай дзяржавы, на карысць еўрапейскай дзяржавы, еўрапейскай перспектывы, а не вось гэтае вяртанне ў савок, у гэтую імперыю. Ці азначае гэта таксама, ці можам мы вось такое абагульненне зрабіць, што калі ўвесь адэкватны свет сёння гэта украінцы па сутнасці, то гэта азначае, што і выбар адпаведны, ён
павінен стаць вось гэтым агульным. Гэта выбор на карысць нацыянальных дзяржаваў, на карысць еўрапейскага выбору, сыходу ад гэтай імперіі, сыходу ад гэтага саўка. І адпаведна, калі адбудзецца, а яна абавязкова адбудзецца, перамога Украіны, то гэта будзе якраз тая кропка у гісторыі Савецкага Саюза, Савецкай імперіі, Расійскай імперіі, якая вось дагэтуль яна цягнецца і цягнецца. Ну, разумееце, Украіна відавочна змагаецца за дэмакратычныя каштоўнасці, за ліберальныя каштоўнасці, за незалежнасць, за еўрапейскасць. Украіна змагаецца за будучыню. А пуцінскі рэжым, ён не змагаецца за будучыню. Там позірк накіраваны ў мінулае. Мы маем такую сітуацыю, з аднаго боку, Украіна, якая хоча добрай, дэмакратычнай, свабоднай, мірнай будучыні, а з іншага боку пуцінская Расія, якая накіравана ў мінулае, і для яе прыкладамі з'яўляюцца самыя брутальныя і жахлівыя дыктатуры 20-го стагоддзя. Расія цягне, сённяшняя пуцінская Расія цягне не толькі сябе, калі б сябе, гэта было яшчэ адно пытанне. Яна цягне і ўсю Еўропу, яна цягне увесь свет у мінулае. І таму, калі Украіна сапраўды не здолее перамагчы, і калі той жа Захад не зробіць усё магчымае, каб Украіна вытрымала і перамагла, дык мы рызыкуем апынуцца ў мінулым і апынуцца ў гэтым мінулым яшчэ ў вельмі дрэнных формах. Калі мы чуем, што прапаноўвае Пуцін, гэта ж жахлівыя рэчы. Гэта вайна, гэта гвалт, і гэта таксама, што тычыцца самой Расіі, гэта тэрор і змаганне з іншадумствам і з любымі іншымі пунктамі гледжання. Калі мы гэта дапусцім, калі вось гэта пераможа, тады прайграе не толькі Украіна, прайграем мы ўсе. Пытанне фактычна толькі ў тым, хто наступны і калі, праз які час. Ну, канечне, перспектывы гэта жахлівая, таму і калі гаварыць, то хочацца гаварыць якраз пра перамогу і абсалютна не сумнявацца ў ёй. І калі працягваць вось гістарычную перспектыву, калі мы будзем мець працэс вызвалення народаў, сыходу народаў у Еўропу, у вольны свет ад гэтай імперіі, ці будзе гэта азначаць таксама і вось крок да скону самой гэтай імперіі, незалежна у якой форме далей будзе існаваць Расійская Федэрацыя, Расійская дзяржава, ці азначае гэта, што калі будзе запушчаны гэты працэс вызвалення ад імперіі, то гэты працэс непазбежна пойдзе і ў саму Расію, і у народаў Расіі таксама з'явіцца шанец на свабоднае і нармальнае жыццё. Мне падаецца, што Пуцін, жадаючы умацаваць сваю сістэму, сваю дыктатуру, насупраць запусціў механізмы, якія вядуць да таго, каб вось гэтая пуцінская сістэма проста знікла. І таму мне падаецца, што яе лёс зразумелы. Гэтая сістэма пуцінская, яна не вытрымае. Пытанне не ў тым, ці вытрымае, ці не, пытанне толькі у тым, калі яна знікне. Яна можа знікнуць заўтра, яна можа знікнуць паслязаўтра, праз 2 тыдні, праз некалькі месяцаў, магчыма, праз гады. Я не думаю, што гэта вытрымае вельмі працяглы час. І калі сапраўды гэтая сістэма знікне, што будзе з самой Расіі, тут цяжка на самой справе прадказаць, у якой форме яна захаваецца. Відавочна, што гэта будзе ўжо іншая Расія, у якой, прынамсі, не будзе такога дыктатара, як Пуцін. Гэта не значыць, што Расія будзе рабіць нейкія крокі ў дэмакратычным накірунку, што там адразу будзе нейкі такі ліберальны, празаходні, праеўрапейскі ўрад. Але нават калі Расія не адразу не будзе дэмакратыяй, не будзе дэмакратычнай краінай, гэта ўсё роўна будзе крок наперад. Бо уявіць сябе нешта горшае за Владзіміра Пуціна, які адкрыта пагражае свету атамнай вайной, мне падаецца, уявіць нешта цяжка. Іншая справа, канешне, тычыцца краінаў, якія, так бы мовіць, зрабіліся за апошні час сатэлітамі Расіі. Гаворка ідзе перш за ўсё пра Беларусь. Калі Расія, пуцінская Расія, атрымае паразу ў гэтай вайне і сістэма ў Расіі зменіцца і дыктатура Пуціна скончыцца, то для Беларусі будзе зусім новыя магчымасці, зусім новае акно магчымасцяў. Яго патрэбна выкарыстаць. Гэта шанец на пабудову вольнай,
дэмакратычнай еўрапейскай беларускай дзяржавы, і гэта шанец на самой справе ёсць. Адзінае, што напэўна варта дадаць, што для таго, каб гэты шанец гістарычны ў беларусаў з'явіўся, напэўна, то мала папросту прагнаць Пуціна з Украіны, а вельмі важна не папросту даць яму па рагах, а менавіта скруціць яму шыю. Дзякуй вялікі вам за сённяшнюю размову. Александр Фридман, гісторык, палітычны аглядальнік з Нямецчыны, быў з намі на відэасувязі. Не позволяйте режиму издеваться над детьми и подвергать их обработке пропагандистов. Вот с таким призывом к родителям и учителям обратилась представительница Светланы Тихановской по вопросам образования и науки, доктор философских наук Татьяна Щитцова. Накануне вечером мы как раз обсуждали с Татьяной в нашем эфире то, как в белорусских школах сейчас девятиклассников учат совершать теракты, подрывать железнодорожные пути и многим другим невообразимым ранее вещам. И вот сегодня она опубликовала обращение к белорусским школьникам и их родителям. Давайте его послушаем. Меня зовут Татьяна Щитцова. Я представительница Светланы Тихановской по вопросам образования и науки. Я хочу обратиться к родителям и учителям. Люди, которые сейчас находятся у власти в Беларуси, втянули нашу страну в преступную войну. Мы прекрасно знаем, что белорусы против участия в этой чудовищной войне в Украине. Очень многие белорусы подключились к антивоенному движению и всеми возможными способами стараются помочь украинцам. Родители, учителя, не позволяйте властям втягивать в свою преступную авантюру ваших детей и учеников. Пару дней назад произошел совершенно чудовищный случай, который не может не покоробить любого здравомыслящего человека. 2 учениц Гомельского колледжа, вероятнее всего несовершеннолетних, заставили записать покаяльное видео, в котором их заставили просить прощения за то, что чуть ранее в ТикТоке они выложили видео с военной техникой. Покаяльные видео этих девочек были опубликованы в провластных телеграм-каналах. Моя дочка тоже ходит в школу. Я тоже преподаватель, преподаю в университете. Я призываю вас, не позволяйте властям издеваться над детьми и подвергать их пропагандистской обработке. Просто поймите, что никто, кроме вас, не может защитить детей, не может оберечь их от циничного и подлого обращения с ними со стороны властей. Вполне вероятно, что вы боитесь открыто и прямо выступать против войны. Это неудивительно, учитывая все то, что происходит в нашей стране последние 1,5 года. Но я уверена, что это вполне в ваших силах защитить своих детей и учеников от унижения, которому их подвергают власти. Вы не можете не понимать, что это разрушительно. Пожалуйста, не позволяйте никому манипулировать детьми ради поддержания преступного режима и его военной пропаганды. Еще раз напомню, что с Татьяной мы этот вопрос уже обсуждали накануне в нашем вечернем эфире, и если у вас не было возможности посмотреть его в прямом эфире, вы всегда можете зайти на нашу страничку в YouTube Белсат Ньюс и вот так, и там ознакомиться со всеми материалами, которые мы публикуем. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, оставлять свои комментарии и, конечно же, подписываться на наши каналы, чтобы не пропустить самые актуальные новости об Украине, Беларуси и России, да и вообще всего мира. С нами сейчас на связь выходит наш корреспондент из Львова Денис Дудинский. Денис, здравствуй. Вот вчера был очень неспокойный день во Львове, мы с тобой уже общались. Что сегодня происходит на западе страны? Ну, прежде всего нужно сказать, что во Львове суббота, весна, и сегодня был прекрасный, красивый солнечный день. Улицы и площади города наполнены людьми. Практически каждые 100 метров уличные музыканты, угощения, кофе, глинтвейн, лампочки, фонарики, какое-то вот такое вот потрясающее весеннее настроение, но, конечно же, о военных действиях в их стране жителям города напоминают регулярные воздушные сирены. Сирены воздушной тревоги. За сегодняшний день дважды звучала сирена. Первая была
примерно в 11:30 дня, вторая где-то в 3:30. Но, что интересно, нам, людям непривычным, конечно же, мы сразу начинаем искать убежище, бомбоубежище, куда бежать, что делать. Но сами жители Львова уже вообще никак не реагируют на то, что происходит вокруг. То есть на лавочке сидит парочка влюбленных, целуются, звучит сирена, они даже не обращают никакого внимания. Девушка идет, разговаривает по телефону, звучит сирена, никакого внимания. Бабушка разговаривает на заваленке с другой бабушкой, звучит сирена, никто на эту сирену уже не обращает внимания. То ли это привычка, то ли жители Львова уверены настолько, что сам город и окрестности города уже бомбить не будут, ракеты тут не будут падать, ну уже это на их усмотрение. Но весеннее настроение прежде всего, несмотря ни на что. Денис, ну вось наконт гэта настрою все-таки хацелася б яшчэ такое сур'ёзнае пытанне асвятліць гуманітарная сітуацыя, якая у горадзе зараз, тому што мы памятаем апошнія выказванні мэра Львова Садовога, які казаў, што адзін дзень абыходзіцца Львову у $1 мільён, вось падтрымання ўцекачоў, і былі паведамленні, што таксама складана. Ці можаш падрабязней распавесці, вось як сітуацыя гуманитарная у Львове зараз? Да, конечно, ситуация во Львове очень сложная. Может быть, даже официальные лица немножко ее так преуменьшают, серьезность этой ситуации, чтобы не вызывать паники, например, в городе, или отрицательного отношения к беженцам. Но нужно понимать, что Львов – это последний крупный город, максимально приближенный к Западу, то есть отдаленный от боевых действий. И, разумеется, люди из восточных территорий Украины, из северо-восточных, они стремятся прежде всего сюда, в надежде получить как минимум крышу над головой, кто-то надеется на рабочие места. Город переполнен, людей пытаются селить уже в окрестностях города, потому что во Львове все койко-места уже заняты напрочь, все общежития, все хостелы переполнены. И волонтеры даже, есть такой здесь во Львове, он находится в Львов-арене, это большой относительно новый стадион, футбольный стадион. Там открылся совсем недавно центр помощи перемещаемым лицам, они так это называют. То есть люди, которые приезжают из восточных областей Украины, попадают туда, там их кормят, оказывают всю необходимую медицинскую помощь, ну и дальше уже распределяют. Кто-то едет дальше на запад к границе, там их встречают волонтеры и помогают перейти границу к Польше. Кто-то же остается во Львове, тем пытаются найти уже вокруг Львова, в Львовской области, в Львовском районе какое-то место, чтобы они могли хотя бы принять горизонтальное положение и провести несколько ночей в сне, если так можно сказать, потому что, конечно, дорога с востока на запад занимает очень долго, это достаточно опасная дорога. Эту дорогу до сих пор бомбят, туда падают ракеты, и люди, которые приезжают, конечно, они в очень нервном, неспокойном состоянии и буквально счастливы, плачут, когда оказываются в заботливых руках волонтеров. Денис, яшчэ такое пытанне, калі ўжо пра валанцёраў загаварылі, ты размаўляў з імі, магчыма, яны табе распавялі, як сітуацыя выглядае з гуманітарнай дапамогай заходняй, таму што літаральна на днях размаўлялі з яшчэ адным нашым калегам, журналістам Олегам Решетняком, дык ён гаварыў, што вельмі часта ідзе такая дапамога, якая, в прынцыпе, не патрэбна. Напрыклад, вопратка. Такое ўражанне, што на захадзе не ведаюць, што в Украіне людзі маюць у што апрануцца. Вось ці ведаеш ты сітуацыю з гуманітарнай дапамогай? В том же самом центре помощи беженцам мы видели, да, одежды очень много, тем не менее люди подходят, берут одежду, выбирают, примеряют. Нет, я бы не сказал, что одежда не нужна, пусть лучше ее будет больше, нежели ее вообще не будет. Поэтому, конечно же, если кто-то до сих пор желает пожертвовать какую-то
свою одежду беженцам. Я думаю, это приветствуется. В любом случае, никто из волонтеров, с которыми мы разговаривали, не сказал, что переизбыток. Всего хватает, всего в меру. Единственное, вот нам волонтеры говорили, что не хватает переносок для домашних животных, потому что украинцы, будучи, разумеется, людьми добрыми, сердобольными, как и мы, белорусы, они прежде всего забирают из своих домов, которые оставляют, своих домашних любимцев. Медицинские препараты есть, питание есть, горячее питание в центрах есть, теплые обогреваемые палатки есть. Ну и, собственно говоря, что еще нужно человеку, чей дом вот буквально несколько дней назад разбомбили? Беженцы благодарны, до слез обнимают, целуют волонтеров и действительно, как я уже сказал выше, находятся в заботливых руках. Так что, если кто-то что-то хочет прислать, пусть присылает. Ну, прежде всего, наверное, интересует еще и денежная помощь, координаты, номера, счета банковские. Я думаю, все это в открытом доступе, все это можно везде найти и действительно помочь беженцам. Денис, дзякуй вялікі табе за каментар, таксама за працу. Денис Дудзінскі, наш калега, быў на відэасувязі з Львову. І там таксама, вось калі толькі што гаварылі пра цэнтр па прыёму ўцекачоў у Львоўскай вобласці, якраз Денис з яшчэ нашымі калегамі там пабывалі і паразмаўлялі, у тым ліку з валанцёрамі, з гэтымі людзьмі, якія туды прыязджаюць. Давайте паглядзім, что сказали люди. Мы центр, куда приезжают люди со всей Украины. Мы ищем для них помещение сугубо по Львовской области. Если видим женщину с маленьким ребенком или человека с инвалидностью, то мы стараемся размещать их в домах. Пытаемся найти семью, чтобы их взяли к себе. А так в школы, спортивные залы, складские помещения раз на раз не приходится. Но мы используем всю государственную инфраструктуру. Там на местах все есть, матрацы и еда. Мы работаем с первого дня войны. И все эти дни мы здесь. Я не могу сказать, сколько точно проходит через наш центр, но в пиковые дни больше 1000. Сейчас меньше, может 500 человек. Мы не считаем, это предварительная цифра из моей головы. Люди проходят регистрацию, проверку документов. Здесь есть теплая еда, бутерброды, чай, кофе. Потом они могут подождать, и мы их отвозим туда, где их могут принять. Сейчас меньше людей едет за границу. Неделю назад их было больше. Для них организованы автобусы до границы. Это наша Луганщина, конечно, очень сильно страдает, очень. Рубежная, Лисичанск, Северодонецк, ну, я не знаю, грады, вот так, спим грады, эти огни летят, такие воронки, дома рушат. Да, я же говорю, ну, ночью, вот, может, с 10 вечера, с 11 до 5 утра еще можно как-то поночевать. Двое суток в подвале ночевали, потому что невозможно подняться наверх. Мы их не звали, не надо нам... Вот ЛНР Луганск, вот хай они его забрали 8 лет назад, хай забирают, мы не претендуем. Мы хотим в свой город вернуться, и чтобы нас не убивали, не стреляли. Ты откуда приехал? Из Краматорска. А с кем ты приехал? С мамой и теткой. Почему вы уехали из Краматорска? Ну, потому что там бомбило, и там опасно. Но я уже как-то адаптировался к этой ситуации. Каждый день бомбили? Не каждый. Ну, були вибухи. Спрятатися ми не могли, тому що ми живемо в домі, і там такий підвал. Якщо ми спрячемося і туди попаде, то ми вже туди не зможемо. І ми сиділи під несущою стінкою. Мы из Киева, там невозможно находиться. Мы сидели 3 дня в подвале. Это центр Киева бомбят. У меня тяжело больной ребенок, спинальная мышечная атрофия Верднинга Хоффмана. Лежачий ребенок, мы не получаем необходимых лекарств, мы не получаем реабилитацию. Идет регресс, я не знаю, к кому обращаться. Я приехала за помощью. Ребенку нужно специальное питание в виде крема. Другое организм не может переварить. Я преподаватель в университете медицинского права. У меня все было. 36 лет я была счастлива, был дом и квартира. Я смотрела кадры из села, где дом. Все разбито, не знаю, что с квартирой, все потеряла. А тым часам акупанты не прапусцілі ў Херсонскую вобласць фуры з гуманітарным грузам для мірнага насельніцтва. У 14 цяжкавіках былі кансервы, мяса, паўфабрыкаты, дзіцячае харчаванне, сродкі гігіены. Яны выехалі на Херсоншчыну з горада
Апостолова Днепропетровской области. Расейцы, однако, развернули фуры на полове шляху, им довелось вертаться назад на Днепропетровщину. О ситуации на фронтах российско-украинской войны сообщает и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, в течение дня существенных изменений в состоянии, расположении и характере действий противника и украинских вооруженных сил в том числе не произошло. Продолжаются тактические бои местного значения. Основные усилия противника по-прежнему сосредоточены на городах Изюм, Волноваха, Мариуполь, Херсон и Николаев. В течение дня наши войска нанесли мощный удар по противнику, уничтожив несколько колонн усиления в Сумской и Николаевской областях. По предварительным данным, уничтожен командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа Российской Федерации. Известно, что эта армия ответственна за создание 1-го и 2-го АК, или так называемого ополчения сепаратистов в так называемых ЛНР и ДНР. Эта армия была ответственна за события на Донбассе в течение предыдущих 8 лет. Как обычно, наши ВВС работают отлично. В течение дня они уничтожили 12 воздушных целей. Осталось сбить еще 3 российских самолета, чтобы общее число стало 100. По вертолетам мы уже давно превысили это число. Я думаю, что мы сможем сделать это сегодня. Общая благодарность защитникам Мариуполя, Корпусу морской пехоты Украины, подразделениям Национальной полиции Украины. Это отдельный полк специального назначения «Азов», который проявляет исключительное мужество и профессионализм, защищая этот 400-тысячный город, прикрывая жителей своими телами. Дорогие братья, ваше мужество, ваш героизм, ваш исключительный военный профессионализм дают нам возможность решить проблему Мариуполя на самом высоком международном уровне. Каждая выигранная минута помогает спасти мариупольцев. Они эвакуируются из Мариуполя по специальным коридорам или остаются в городе, который вы крепко держите. Мы благодарим вас за этот исключительный массовый героизм. Руководство Украины специально работает над освобождением и спасением Мариуполя, используя все возможные и невозможные международные механизмы. Обсудить ситуацию на фронте российско-украинской войны мы сможем прямо сейчас с Александром Мусиенко из Центра военно-правовых исследований. Это наш украинский эксперт. Александр, здравствуйте. Скажите, появляются сведения с украинской стороны о том, что Путин якобы мобилизует войска с восточной части России и отправляет их в Беларусь для того, чтобы восполнить боевые потери российской армии. Скажите, насколько это может быть правдивая информация и о чем она говорит? Ну, действительно, есть такая информация. Более того, тут стоит отметить, что помимо дальневосточных регионов, в принципе, как это и предвиделось, и я об этом говорил и на прошлой неделе, и об этом предупреждает и наш генеральный штаб, о том, что будут пытаться Российская Федерация перебросить дополнительные войска, фактически используя те контингенты, которые есть, для того, чтобы не проводить пока на данном этапе массированную мобилизацию открытую, а попытаться теми резервами, которые еще существуют, фактически их перебросить в районы ведения боевых действий в Украине. Это и военная база в Гюмри в Армении, это и часть контингента миротворческого, который находится в Карабахе российского, это и другие подразделения, которые могут быть сняты с других направлений. Это также и части резерва небольшие, которые остались на Дальнем Востоке. Потому что необходимо понимать специфику резерва российского. Он, в принципе, на бумаге, по их документам, он составляет порядка 2 миллионов человек. На самом деле огромное число. Но из них, в принципе, из этих 2 миллионов, за последние годы, если посмотреть, те сборы резервистов, которые проводила Россия, там они собирались 20-25 тысяч человек, 30 тысяч максимум. Это весь резерв, который они потенциально собирали в лучшие времена. Я так подозреваю, что, возможно, сейчас из этих резервистов будут пытаться еще усилить группы,
Уже есть информация сегодня и вчера была о том, что в районе Гомеля было замечено подкрепление как раз со стороны России. Не очень большое, но оно присутствует, которое, вероятнее всего, будет переброшено через Припять, через Чернобыль в сторону сюда, поближе к Киеву. Но пока, скажем так, каких-то огромных, скажем, резервов, которые вот должны будут переброшены, их не наблюдается. Исходя даже из отчетов американской разведки, которая говорит, и британской, которые говорят о том, что пока огромных резервов не видно, но есть информация, и сегодня была сводка утренняя в 6 утра украинского генерального штаба о том, что располагает информацией, о том, что, возможно, могут быть провокации на территории России для того, чтобы попробовать ввести военное положение в отдельных регионах и проводить общую мобилизацию. То Вот, есть Александр, это именно вот про мобилизацию хотел задать еще один вопрос. Скажите, вот мы знаем о мобилизации, которая проходила вот в так называемых ЛДНР, и раз уж нет резервов у российской армии, возможно ли такое, на ваш взгляд, что в Беларуси тоже фактически оккупированная российской армией территория, что в Беларуси могут проводить вот подобную мобилизацию и отправлять белорусов уже на войну в Украину как пушечное мясо? Да, действительно, что касается у нас оккупированных районов Донецкой и Луганской области, так называемых ДНР, ЛНР, непризнанных республик, буквально сегодня была информация, она подтверждена уже фактическими данными, которые распространяются украинской стороной, о том, что этих ребят, их призывают. Есть на самом деле небольшая часть, которые идут добровольно, там и добровольцы такие вот, но большинство из них их принудительно мобилизируют, заставляют, значит, грозя уголовной ответственностью и так далее. И их используют каким образом? Их отправляют на разведку боем для того, чтобы выявлять огневые позиции украинских сил. То есть можете себе представить, их бросают просто под обстрелы, их бросают в открытую, и, конечно же, они несут очень серьезные потери. Поэтому и обращались с призывом украинские власти, украинский президент постоянно о том, что не стоит этого делать, не стоит идти воевать на российской стороне против Украины. Лучше как можно, скажем так, каким можно способом найти такие способы для того, чтобы уклониться и не ехать сюда, потому что здесь есть риски того, что отсюда уже не вернешься и будет плохо. Что касается Беларуси, ну смотрите, мне кажется, на самом деле, по моим ощущениям и наблюдениям, что абсолютно отсутствует мотивация у преимущественного большинства белорусов ехать воевать против Украины. Я вообще не вижу никаких поводов и предлогов. Может быть, я понимаю, почему об этом говорит Лукашенко, почему он так себя ведет. Ему важно сохранять власть, он абсолютно зависим от России. Ему уже, в принципе, каких-то других альтернатив движения, в какую-то другую сторону нету, мы это понимаем прекрасно. Но я практически уверен, даже не то, что в призывниках, в людях молодых, которых могут пытаться. А я уверен и в большинстве военнослужащих, которые, я думаю, точно не хотят ехать выполнять приказы, воюя в интересах захватнической войны Путина, по известным только ему причинам и мотивам, ехать сюда и плюс рисковать своей жизнью, своим здоровьем, тем, что не вернешься в неизвестно в какой войне, в несправедливой войне, и войне абсолютно, я уверен, белорусскому обществу не нужно. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день в Беларуси могут быть попытки. Я почти уверен, что они есть. Я почти уверен, что на сегодняшний день идет огромное давление на все командование и на белорусскую армию со стороны России в том, чтобы они принимали более активное участие в боевых действиях. Я в этом не сомневаюсь. Но я также думаю, что большинство настоящих офицеров белорусских и вообще думающих людей, они понимают, что происходит, и будут стараться, каким можно способом стараться себя не подставить и не втягиваться в этот безумный конфликт.
Александр, ну вы маеце рацыю, усе даследаванні вось настрою ў беларускім войску, яны пацвярджаюць вашыя словы пра тое, што ў масе свае вайскоўцы не хочуць, не бачаць сэнсу ваяваць з Украінай. Выняткам застаецца толькі вышэйшае камандаванне, якое вельмі часта альбо нарадзілася ў Расіі, альбо там вучылася, мае сувязі сур'ёзна. Ну і таксама некалькі такіх абсалютна адмарожаных падраздзяленняў, якія выкарыстоўваліся Лукашэнкам у вайне супраць уласна, ну, хаця тут цяжка сказаць уласна, супраць беларускага народу. Між тым, ёсць яшчэ адна сіла, пра якую гэтымі днямі гаварылася дастаткова шмат. Гэта спробы Расіі мабілізаваць наймітаў, у прыватнасці з Сірыі, Лівіі, шэрагу афрыканскіх краінаў. Магчыма, вам вядома штосьці пра гэтыя сілы? Да, действительно, они там говорили, там звучали разные цифры. Сначала озвучивалась цифра о том, что может быть 16 тысяч таких, потом уже даже 40 кто-то сказал. Но пока что говорят, по крайней мере, та информация есть, что есть действительно около 1000 человек из Сирии, которые готовы приехать и принимать участие в боевых действиях на стороне России. Наша разведка частично давала информацию по некоторым людям, что они это воспринимают как плацдарм для того, чтобы потом попробовать двинуться нелегальными мигрантами дальше в Европу западную, попытаться это сделать. Но, тем не менее, да, действительно, Россия пытается собрать в разных странах таких наемников. Они обещают им там зарплаты, начиная от 300 до 500-600 долларов. Есть такие предложения. И они действительно их, ну, скажем так, сказать особо, что это какие-то подготовленные бойцы, у которых есть там особый опыт и которые проявили себя, я не думаю. Да, они, конечно же, воевали, да, большинство из них принимало участие в боевых действиях. Россия рассчитывает, у них расчет на то, что у сирийцев или, например, у некоторых ливийцев, которых они тоже также привлекают, но больше у сирийцев есть опыт ведения боев в городских условиях. И вот они думают, что это им поможет в таких боях, которые идут там в приближенных, близгородских зонах или в городах. Но стоит отметить, что я не думаю, что там присутствует огромная такая мотивация. Да и деньги, которые платят, это, ну, скажем так, вообще не та сумма, чтобы ехать, рисковать. И я не думаю, что они соберут слишком большое количество. Это более такой пропагандистский ход для того, чтобы показать, что Россия якобы не одна, что у России тоже есть страны, которые готовы ее поддержать в этой войне. Это более такая информационно-пропагандистская акция. Но, конечно же, будем наблюдать за этой ситуацией, смотреть, как она будет развиваться. Возможно, им и удастся привлечь больше, но я точно не думаю, что речь будет идти о 40 тысячах, то даже о 15. Это будет гораздо меньше людей. У кожным выпадку гаворка, напэўна, вядзецца пра зноўку ж гарматнае мяса, і калі вось згадваць тых жа сілком мабілізаваных жыхароў так званых ЛДНР, то там таксама ж свая логіка прасочваецца. Можна ж разважаць пра утылізацыю лішніх ртоў, бо карміць вечна Расія, которая імкліва зараз сама бяднее, ну, наўрад ці ёй будзе хацецца яшчэ кагосьці. Між тым, паслухайце, калі вяртацца непасрэдна да баявых дзеянняў, зараз Міністэрства абароны Украіны, яно апошнімі днямі адзначае, што па сутнасці наступ амаль паўсюль ён спыніўся. Ідуць тактычныя нейкія баі, ёсць абстрэлы. Самыя зацятыя баі, гэта вось там на поўдні, у прыватнасці, гэта Марыуполь, які, па сутнасці, сціраюць папросту з зямлі. Ці можам мы гаварыць пра змену тактыкі якраз акупантамі, калі яны раней спрабавалі, вось у іх яшчэ, здавалася, хапала сіл на тое, каб такі маштабны наступ арганізоўваць, то зараз яны больш канцэнтруюць сілы, каб штосьці адно захапіць, там умацавацца і ўжо там захопліваць наступны населены пункт, наступны горад. Як вы думаеце, ці можам гаварыць пра такую змену тактыкі? Ну, тактика действительно есть, скажем так, они по определенным направлениям взяли паузы, потому что им необходимо пополнять запасы, им необходимо перегруппироваться. Они
по определенным направлениям есть снимки, которые публиковало агентство Максар, известное, которое постоянно мониторит через спутники ситуация, которая происходит и что происходит. Так вот, если посмотреть туда, они по определенным направлениям окапываются, укрепляют рубежи и ждут подкреплений. Но тут так происходит часто, что украинская армия тоже понимает их тактику и пытается перерезать им каналы поставок как раз боеприпасов и топлива по тем путям, где это возможно. И тут в этом контексте очень интересный и позитивный момент, который играет на нас, это то, что фактически России не удалось захватить ни Чернигов, ни город Сумы на северо-востоке Украины, через которые идут дороги, путя, и через которые Россия пытается подвозить подкрепления, пытается подвозить, использовать эти направления логистические для подвоза боеприпасов, топлива, питания там, и так далее, и так далее. Это все перерывается, и у них создаются очень серьезные проблемы в этом плане. Это если мы возьмем по направлению со стороны Киева. Хотя, несмотря на это, там идут бои, порой украинская армия оттесняет очень эффективно, и по западному направлению оттеснили в целом уже порядка 70 километров. Что касается направлений таких горячих, где более интенсивнее идут бои, это, конечно, Восток сейчас, это Луганская, Донецкая области, это частично юг Украины. Там под Николаевым пытается постоянно противник обстреливать город, подходить ближе, но его тоже систематически оттуда отбрасывают. Но в целом можно сказать, что вот за этих 2 дня у российских войск не было продвижения, не было захвата новых каких-то территорий. Наоборот, они по некоторым областям, по некоторым направлениям, они потеряли те территории, которые они там, небольшие города, поселки, в которых они занимали свои позиции. И украинские войска их отбросили немного. Поэтому пока, да, действительно, какого-то резкого наступления и продвижения нету. Идет такая вот позиционная война, но по некоторым направлениям, как я уже говорил, на Востоке, там продолжаются горячие бои, там противник подкидывает дополнительные силы, но там понятно, потому что территория частично Луганской и Донецкой области, они фактически были оккупированы, и там тот же 8-й корпус армейский он присутствовал уже на определенных позициях, поэтому это понятно, почему они оттуда так массированно движутся. А так особых успехов и продвижений у противника нет. Но остаются угрозы нанесения бомбовых ударов, ракетных ударов. Сирены очень часто, сегодня несколько раз были практически по всей территории Украины. Поэтому с воздуха идет такое вот постоянное напряжение, но ПВО украинское тоже работает. Александр, дякую вялікі вам за размову. Канешне ж, Украина пераможа, и дай Бог, як мага хутчэй, слава Украине. Александр Мусіенко был с нами, представник Центру военно-правовых даследаванняў з Украины. Вось такі эксперт. ФСБ России сообщает о заминированных вооруженными силами Украины подходов к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В ведомстве говорят о возможности дрейфа в сторону Босфора. Источник издания «Украинская правда» в военно-морских силах Украины назвал это дезинформацией. А тем часом на Херсонщине российские войски не пропустили, как я уже говорил трошки ранее, колонну с гуманитарным конвоем. Про это распавёў старшыня в области, кіраўнік в области Геннадзь Лагута. У 14 фурах везли харчи, инсулин да іншыя медикаменты, а таксама сродкі гігіены. Волонтеры, в свою чаргу, паведамляюць, што ў акупаваных вёсках расійскія вайскоўцы канфіскоўваюць у мясцовых жыхароў аўтамабілі. Таксама ёсць выпадкі гвалту і здзекаў. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз к полной блокаде России. По мнению польского премьера, такой шаг мог бы заставить Россию задуматься о прекращении войны. Кроме того, Моравецкий предложил разработать план восстановления Украины по аналогии с планом Маршалла.
Ну а тым часам Расія ўсцяж перакідвае ў Беларусь свае войскі. Цяпер з аддаленых частак Расійскай Федэрацыі гаворка пра асобнае падраздзяленне 155-й брыгады марской пяхоты з Уладзівастоку і 40-й брыгады марской пяхоты з Петрапалаўску-Камчатскага. Пра гэта паведамляе генеральны штаб збройных сілаў Украіны. Выкарыстоўванне войскаў з усходу Расіі, паводле ведомства, сведчыць пра нястачу сілаў праціўніка. 11 сотрудников белорусского посольства покинули Украину. Об этом сообщил Игорь Сокол, посол Беларуси в Украине. Его самого перед отъездом украинский начальник погранслужбы Сергей Дейнеко попросил передать белорусскому коллеге Анатолию Лапо 30 серебряников. Именно такую плату получил Иуда за то, что предал Христа. И вот настало время переговоров о мире, о безопасности для Украины. Это единственный шанс для России сократить ущерб от ее собственных ошибок. Об этом и не только говорил украинский президент Владимир Зеленский в своем очередном обращении. Из-под завалов разрушенного оккупантами драмтеатра в Мариуполе, где мирные жители прятались от российских обстрелов и бомб, продолжают спасать людей. Более 130 уже на поверхности. Есть тяжело раненые, к сожалению. Но к этому часу нет информации о погибших. Благодаря храбрости и профессиональной подготовке украинских вооруженных сил, оккупационные войска остановлены на всех направлениях. Тяжелые бои в Харьковской области, особенно под Изюмом. Российская военное командование бросило туда уже даже курсантов учебных центров. Абсолютно неподготовленный контингент. Людей, которые не выдержат и получаса в бою. Первоначальный план российских оккупантов по захвату нашего государства, очевидно, провалился. Войну надо заканчивать. Предложения Украины уже сформулированы. В ближайшие дни мы продолжим обращаться к народам планеты с призывом помочь обеспечить мир в Украине. Прежде всего обращаемся к Швейцарии. Запланированы также выступления, обращенные к Израилю, Италии и Японии. Мир слышит предложения Украины. Мир поддерживает защитников Украины. А ўжо зараз з намі на відэасувязі дарадца міністра фінансаў Украіны Дмітрий Герасименко. Дмітрий, вітаем вас. Добрый вечер. Дмітрий, ну вось апошнім часам вельмі шмат таксама навінаў і лічбаў датычных эканомікі, фінансавага сектара Украіны. Ведаем пра больш за паўтрыльёна стратаў, якія ўжо мае Украіна ад гэтай вайны. Разам з гэтым маем таксама вось гэты заклік Алексея Арестовича да суайчыннікаў пра тое, што хопіць ужо вось гэтых вакацыяў, пара запускаць зноўку эканоміку. І у мяне да вас вось такое лагічнае пытанне, у якім стане зараз украінская эканоміка, ці яна па-ранейшаму на паўзе, альбо яна працуе, калі працуе, то якім чынам, калі ласка? Добрый вечер. По предварительным оценкам сейчас экономика потеряла около 30% от довоенного времени, но правительство Украины всячески призывает бизнес возобновлять свою деятельность, поскольку это чрезвычайно важно в нынешних условиях, чтобы бизнес работал. И были рабочие места, создавались, возобновлялись, привлекали на работу внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть из-за войны свои города. Поэтому сейчас ведется активная работа, которая будет помогать бизнесу возобновлять свою деятельность. В том числе сейчас правительство инициировало снижение налогов, облегчение процедур на таможне, что тоже должно помочь бизнесу. Слухайте, а вось калі гаворым пра цяперашнюю эканоміку Украіны, то гэта гаворка найперш пра бізнес ўсё-ткі, ці таксама і, напрыклад, пра прадпрыемствы, там прамысловы сектар, іншыя сектары. Таксама ведаем, што нягледзячы на вайну пачалася пасяўная ва ўкраіне. Як вось гэтыя сектары эканомікі пачуваюцца? Ну, конечно, с промышленностью тоже есть проблемы, так как большая часть
Промышленность у нас сосредоточена на востоке Украины, где сейчас активные боевые действия, поэтому вот этот предварительные оценки по 30% потери экономики, это включает вот как раз потери от остановки металлургической, горнодобывающей промышленности в Украине. Вот, Дмитрий, говоря об этом огромном ущербе, который нанесла Украине война, которую начала Россия против вашей страны, скажите, вот сейчас постоянно идут разговоры о переговорах, да, мы постоянно о них вспоминаем, и все время звучат требования российской стороны. Там, о демилитаризации, о невступлении в НАТО, о нейтралитете Украины. А скажите, а какие финансовые требования Украина предъявляет России? То есть есть какие-то репарации, на которые рассчитывает Украина в случае перемирия? Конечно, речь идет о репарациях, о возмещении всего того ущерба, который Украина сейчас несет в связи с войной, которую развязал Владимир Путин, но еще очень рано говорить о каких-то конкретных цифрах. Это сотни миллиардов гривен. Точный ущерб можно будет оценить только после окончания боевых действий. Но, конечно же, Украина будет настаивать на том, чтобы все, что мы потеряли, было нам возмещено. Таксама былі паведамленні пра тое, што ў якасці вось гэтых рэпарацыяў могуць быць выкарыстаныя замарожаныя актывы на сотні мільярдаў долараў, вось якія належаць Расійскай Федэрацыі. Ці ведаеце штосьці пра лёс вось гэтых актываў? Да, это является одной из опций, которым может быть возмещен весь ущерб, и об этом идут активные переговоры, но никаких конкретных подробностей сейчас я не могу сказать, об этом еще очень рано говорить. Дмитрий, а можна гаварыць вось калі пра аднаўленне эканамічнага жыцця, таму што вось, напрыклад, у Львове, напрыклад, можна ўявіць, як бізнес вяртаецца з гэтых вымушаных вакацыяў, а калі браць цэнтральную, напрыклад, Украіну альбо той жа Кіеў, у ваколіцах якога ідуць баі, ідуць абстрэлы, ці эканамічнае жыццё там прысутнічае хоць у нейкай ступені, ці можна неяк ацэньваць гэту ступень, альбо на сённяшні дзень гэтая частка Украіны, яна выключаная цалкам з эканамічнага жыцця? Ну, могу сказать о Киеве. Конечно, сейчас ситуация очень отличается от того, что было до войны, от нашей привычной жизни. Но хочу сказать, что понемногу предприятия открываются рестораны, кафе, парикмахерские, сфера услуг начинает возобновлять свою деятельность. Но проблема в том, что по предварительным оценкам уже половина жителей Киева вынуждены были покинуть столицу, и это тоже вносит некоторые трудности в возобновление привычной предпринимательской деятельности, потому что банально некому работать, и, возможно, сейчас те беженцы, которые приехали из других городов в Киев, смогут выйти на работу и каким-то образом это компенсировать. Но хочу сказать, что да, постепенно жизнь возвращается в Киев, сейчас тут более-менее спокойно, поэтому у бизнеса есть возможность функционировать. Дмитрий, магчыма, яшчэ вось такое пытанне. Я ўжо згадваў пасяўныя, якія ідуць, нягледзячы на вайну. Пачалася пасяўная. Все-таки хацеў бы на гэты момант яшчэ раз звярнуць увагу, тому што, напрыклад, генеральны сакратар ААН Антоніо Гутэрыш, ён заявіў, што працяг вайны ва ўкраіне можа пагражаць голадам як і самой Украіне, гэтак і, прынамсі, рэгіёну, змяніць увогуле харчовую сітуацыю ў свеце. Ці вядуцца, магчыма, нейкія перамовы пра нейкія праграмы падтрымання Украіны ў гэтай сітуацыі, таму што всім зразумела, што там, дзе ідзе вайна, нармальна пасеяць штосьці, каб пазней сабраць ураджай, мала рэальна. Там, где нет активных боевых действий, действительно будет идти пассивная кампания. Сейчас правительство инициировало выдачу кредитов предприятиям агросектора под 0%, поэтому власти, вице-правительство, кабинета министров делают все возможное, чтобы пассивная была. О голоде говорить не стоит, поскольку
у нас есть подушка безопасности, у нас есть и запасы, поэтому тут стоит быть украинским гражданам спокойными, что в случае обострения, которым, конечно, нам бы не хотелось, продовольствие в Украине есть. Яшчэ такое у мяне пытанне да вас, напэўна, і ва ўкраіне, як і ў кожнай нармальнай краіне свету, самы галоўны рэсурс гэта чалавечы рэсурс. І ведаем, што мільёны, больш за 3 мільёны чалавек ужо выехала. І ведаем, што гэта не толькі мамы са сваімі дзецьмі, але таксама і шмат эканамічна актыўнага насельніцтва выехала. Ці прадумваецца сёння нейкая альбо праграма па вяртанні украінцаў назад на радзіму, альбо нейкае запаўненне гэтай дзіры, якая ўтвараецца ў эканамічным жыцці з-за таго, што мільёны людзей выехалі? Конечно, это огромная проблема, но стоит еще упомянуть о том, что кроме тех, кто выехал, в Украину вернулись, по оценкам, насколько я помню, более 300 тысяч человек, поэтому это стоит тоже учитывать. О конкретных программах я пока не могу вам сказать, у меня нет такой информации, но я уверен, да, что, конечно, будут специальные создаваться программы и условия для того, чтобы те, кто были вынуждены уехать после нашей победы, вернулись в Украину. Я думаю, они будут это делать добровольно, даже без никаких программ, потому что тут их дом, тут они живут, тут была их работа и тут их семьи. Дмитрий, я ведаю па сваіх сябрах, з многімі беларусамі размаўляю, многія з іх рыхтуюцца да таго, каб пасля вашай перамогі ехаць да вас, дапамагаць адбудоўваць Украіну. Таму я ўпэўнены таксама, што все будзе добра і ўсім светам дапаможам Украіне аднавіцца. Дзякуй вялікі за сённяшнюю размову. Дзякуй вам. Дзякуй вялікі. Дмитрий Герасименя, дарадца міністра фінансаў Украіны, быў з намі на відэасувязі. Вот полный запрет на торговлю между Европейским Союзом и Россией из-за ее вторжения в Украину предлагает ввести премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий. Давайте послушаем его обращение. Польша предлагает как можно скорее добавить к пакету санкций торговую блокаду, морские порты, запрет на заход российских кораблей под российским флагом с русскими товарами в морские порты, также запрет на торговлю по суше. Полное отключение России от торговли заставит Россию задуматься, а не лучше ли прекратить эту жестокую войну. Я очень это поддерживаю и еще раз обращаюсь к Еврокомиссии с призывом как можно скорее запустить свои компетенции. Это их исключительная компетенция. Дело очень серьезное. Речь идет о жизни и смерти тысяч людей, десятков тысяч людей или, может быть, сотен тысяч людей. Речь идет о суверенном государстве Украине. Речь идет и о безопасности НАТО. Мы должны сегодня показать нашу силу и нашу решимость по отношению к России, к Москве, к Кремлю. Иначе в ближайшем будущем нам придется заплатить более высокую цену. Прекратите эту торговлю. Мы еще раз призываем Европейскую комиссию запустить свою исключительную компетенцию и как можно скорее заблокировать торговлю с Россией. Польша не адзіная у гэткіх сваіх памкненнях. Да прыкладу, Балгарыя пастанавіла адмовіцца ад расійскага газу з прычыны вайны ва ўкраіне. Пра гэта паведаміў віцэ-прэм'ер Балгарыі Асен Васілёў. Цяперашні кантракт Балгарыі з Газпрамам сканчаецца напрыканцы 2022 году. Перамоваў пра яго працягненне не будзе. А тым часам нашы карэспандэнты пабывалі ў пунктах адпачынку для ўкраінскіх уцекачоў, якія размешчаныя ў Замосці і горадзе Томашуф-Любельскі. Гэта ўсё ў Польшчы. Людзі распавялі нашим карэспандэнтам пра свой шлях уласна да Польшчы і што цяпер адбываецца ў іх родных гарадах на радзіме. Я не ожидала, что будет пусто, как раз наоборот, говорили, что очень тяжело добираться, люди ехали в поездах, стояли, в тамбуре стояли, ну лично, когда я ехала прошлой ночью, все было свободно, были лежачие, и не было стоячих мест, все сидели, лежали. Лебедине бомблят, страшно ночью спать, тростянец разбили, Ахтырку разбили.
Так что у нас на улице тоже 2-3 почти дома разбило возле нас. Как раз ночью самолет летел, разбомбило, страшно было спать. Сын воюет и внук. Внук тоже был в обороне, вот эта территория в Харькове, в территориальной обороне был. А это как раз сейчас приехал. Через Полтаву вывозили беженцев, и он с Харькова на Полтаву, а с Полтавы к нам на Лебедин приехал. Во Львове запустили ракеты где-то на какой-то возле аэродрома, типа ремонтный завод какой-то авиа. То, что я прочитала в новостях, 6 ракет, я слышала, но не поверила. Вот. И потом с вокзала мы доехали на автобусе от Красного Креста. Было, конечно, там тяжеловато, но уже после границы очень мы сюда комфортно доехали, хорошо. Я еду с котиками и с собачкой. Ну і застаемся ў цэнтры для ўцекачоў у польскім замосці, дзе працуюць нашыя калегі, у тым ліку і Любоў Лунёва. Любоў, вітаем цябе і, калі ласка, адразу табе слова, ўсе падрабязнасці на гэты момант. Ну, вось сёння амаль што тут былі толькі адзінкі людзей у замосці, іншыя пункты таксама прымаюць там на маленькіх нават бусіках, ужо не вязуць такімі вялікімі аўтобусамі, але вось літаральна ў гэтыя хвіліны вы чуеце, звяртаюцца па гучнай сувязі з людзьмі, якія тут прысутнічаюць, бо толькі што прывезлі аўтобус чарговых уцекачоў і абвяшчаюць, што вось, напрыклад, у Польшчы ўжо проста няма ніякіх магчымасцяў людзей астаўляць, а ўсё ж такі украінцы больш за ўсё жадаюць застацца ў Польшчы. Вось такі маршрут не Польшча, Галандыя. Пакуль невядома, які канкрэтна горад, але кажуць, едзем у Галандыю. І ёсць яшчэ квоты застаюцца яшчэ ў Нямецчыне, але іх усё менш і менш. Вось самае цікавае, што некаторыя адсюль хочуць з'ехаць в Украіну. Вот тут ёсць адна жанчына, я з ёй размаўляла, яна кажа, што я паехала адпачываць у Турцыю недзе 1 лютага, і мне вяртацца, а тут вайна. А у меня у Черкасах 2 дзяцей, там сяброўка таксама з дзецьмі. Вот я хочу на мяжу трапіць вось аўтобусам, які прывязе сюды уцекачоў, каб яны ж паедуць на граніцу, каб мяне туды завезлі, і буду прабірацца ў гэтыя Черкасы, бо там мои дзеці. Я не магу нікога папрасіць, каб іх сюды перадалі, я б тут іх сустрэла. Еду сама. І таксама ёсць людзі, якія хочуць вярнуцца ва Ўкраіну, і ёсць тыя, якім удалося збегчы з Харкова, які просто руйнуюць зямлёй. Вось вы таксама, здаецца, з Харкова, так? І вось как вам удалося, ў якім вы мікрараёне живете там? Салтовка. Его больше всего бомбили. У нас, смотрите, мне удалось, мы 12 дней там пробыли под бомбежками, снарядами. У нас с первого дня вообще не прекращался огонь. У нас разрушили рынок, на котором можно было хоть что-то купить, разбомбили подстанцию, света не было, горячей воды не было. И волонтеры, вот я в интернете нашла волонтеров, они меня вывезли на маршрутку за город, откуда я смогла доехать потом в Полтаву. Город разрушен жутко. У нас и зоопарк бомбили, экопарк, исторический центр. Не познать город? Уже нет. Як вы лічыце, хто гэта ўвогуле павінен все потым аднаўляць? Ці будзе гэты горад аднаўлён? Ці верыце, што все гэта будзе новае і ў хуткім часе, і не горш, чым тое, што было? Да, я надеюсь, что все будет хорошо, что мы возобновим город, мы его обновим, выстроим. Сейчас пока война, мы, конечно, побудем здесь, а потом поедем туда восстанавливать все. Потому что, это наш город, мы его очень любим. Я думаю, што ўсё будзе ўсё ж таки добра. Вось зараз мы паглядзім, хто тут яшчэ ёсць у нас уцекачоў. Вось мы зараз пытаем. А вы у нас, вы збіраецеся заставацца в Польшчы? Ці ви хочаце некуди так само? Ні, ми сьогодні приїхали, і я привезла дитину в більш безпечне місце до родичів, а сама повернуся в Україну. Чаму в Украіну? Не страшно, што дзе ўвогуле павінны быць украінцы? Вот тут такія спрэчкі ўжо пачаліся, што ці варта з'язджаць, ці нехта ўжо назад едзе. Страшно, бо хочеться жити, але хочеться жити в вільній країні.
І я не боюся через те, що я вірю в нашу країну, в нашу державу, я вірю в ЗСУ. Я знаю, що вони захищають нас там, а ми їх маємо захищати тут. І за нами правда, за нами Бог. Я жадаю вам, каб ўсё гэта як мага хутчэй скончылася і ўсе маглі вярнуцца да сваёй хаты і быць усім разам, бо вы пакідаеце сына у Польшчы, а самі вяртаецеся. І, канешне, я думаю, што і ён таксама перажывае. А з якога раёну канкрэтна вы прыехалі? З Вінницької області. То бок думаеце, што ўсё ж такі там больш небяспечнае месца сёння ва ўкраіне? Да, я думаю, що там буде більш-менш небезпечно все одно, але тут все одно буде дитині безпечніше. Страшно за нього і тут, але там страшніше. Страшно бачити, як помирають діти, які нікому нічого не зробили. Жадаю вам поспеха, каб усё гэта хутчэй скончылася. Ну вот, вы бачыце, што і таксама дзіця таксама ж перажывае, што ён жа бачыць, што адбываецца ў краіне. І мама яго пакідае тут, а сама вяртаецца, каб быць там. І, канешне, можна ж зразумець гэтага хлопчыка. Але такі выбар робяць шмат хто цяпер. І таму мы спадзяемся, што ўсё ж такі украінцы здолеюць у хуткім часе вярнуцца да хаты. Дарэчы, вось з кім бы мы не размаўлялі, у якім бы мы пункце не былі, усе кажуць, што хутка ўсё скончыцца, і вось тое, што нам такі ўрон наносяць, тое, што, канешне, ёсць тыя, якія ўжо не будуць з намі, якія ўжо ў іншым свеце. Мы нават дагэтуль не ведаем колькасць забітых мірных жыхароў, нават не ведаем дакладную колькасць вайскоўцаў, якія адрэзаныя пад тым жа Марыупалем. Ніхто не ведае, што там, у іх няма сувязі. Сувязі няма ні ў кога, ні ў мірнага насельніцтва, ні ў вайскоўцаў. І гэта вельмі страшная сітуацыя. Усе украінцы кажуць, што вось Расія, той, хто нанёс, мусяць нам это все адбудаваць, заплаціць за гэты вось урон. І гэта ўсё будуць рабіць як мага хутчэй. Пакуль мы ў гэтым цэнтры, так званым пункту адпачынку, ёсць яшчэ некалькі гэтых пунктаў. Мы ўжо тут запытывалі, ці будуць яны зачыняцца бліжэйшым часам з-за таго, што ўжо мала людзей прыязджае. Дарэчы, вось уже пазаўчора быў апошні рэйс з Дняпра, чыгунка закрыта. Людзі, якія збеглі яшчэ, уратаваліся з Харкова, кажуць, уже масты мы ўжо аб'язджалі, яны ўжо замініраваны, дарогі разбіты, Кіеў закрыты, чыгунка не працуе з Кіева, і таму мы разумеем, што ўжо, канешне, столькі, колькі было раней, вот літаральна за тыдзень на нашых вачах колькасць у разы, у дзесяткі разоў зменшылася ўцекачоў. Ужо нават тыя, якія хацелі б цяпер сюды накіравацца, збегчы за мяжу, яны таксама ўжо адрэзаныя, у іх няма такой магчымасці. Трэба адзначыць, што, канешне, не ўсё так проста. Вось учора быў тут аўтобус з уцекачамі з Донбаса, і ўсё непроста. Нават адбыўся такі канфлікт, бо, ну, так бы мовіць, рускі мір з украінцамі, якія тут проста жанчыны высвятлялі ўжо свае палітычныя нейкія погляды, адстойвалі. Так што ўсё непроста, але большасць людзей лічаць, што Украіна ў хуткім часе будзе вызвалена і ўсё будзе добра. Мы будзем сачыць за сітуацыяй, якая ў гэтых пунктах уцекачоў. Магу толькі сказаць, што штодня кругласутачна тут дзяжураць і медыцынскія работнікі, і шмат дапамогі аказваюць людзям. Любоў, дзякуй вялікі за працу, таксама за гэты аповед і вось за тое, што паразмаўляла з уцекачамі таксама. Гэта вельмі кранальна і бярэ за душу. Хочацца абняць абсалютна кожна, падзяліць гэты боль, гэтае гора. І, канешне ж, мы ўсе спадзяемся, што гэтая вайна скончыцца як мага хутчэй. Дзякуй вялікі. Гэта была Любоў Лунёва, наша калега з польскага памежнага мястэчка Замосць. Вось. Ну і ідзем далей. ЗША, краіны НАТО з усіх сілаў намагаюцца
наўпрост не ўвязвацца ў вось у гэтыя ваенныя дзеянні ва ўкраіне. То бок пакуль што няма палітычнай волі закрыць неба над Украінаю. Гэта азначае адбіваць ракетныя ўдары, якія наносіць расійскае войска. Адпраўляць сваіх вайскоўцаў на вайну таксама ніхто асабліва не хоча, і гэта прывяло б да трэцяй сусветнай вайны, а магчыма нават да ядравай. Менавіта гэта дапускаюць еўрапейскія палітыкі і вайсковыя эксперты. А Пентагон усур'ёз разглядае атамную пагрозу з боку Расіі. Дык ці існуе вось гэтая самая пагроза, ці ёсць вось той самы чырвоны гузік, пра які мы ўсе з вами чулі, і наогул якія шансы, што на той гузік калісьці хтосьці аднойчы ўсё-такі націсне. І як зберагчы сябе ў выпадку вось гэта ядравага выбуху. Пра ўсё гэта распавядзе ўжо зараз Юлія Цельпук. Если быстро соединить две половинки субкритической массы урана-235, то масса станет сверхкритической. Это вызовет цепочку молниеносного деления ядерного вещества. В результате взрыва первым человека поражает световое излучение. Зависит от мощности ядерного боеприпаса. Это может быть несколько километров, может быть несколько десятков километров от места взрыва. Те увидят яркую вспышку, и открытые части тела будут в худшем случае обуглены, в лучшем получат просто ожоги. Поэтому первое, если яркая вспышка, не надо туда смотреть, надо прятаться. Второй поражающий фактор ядерного оружия, разновидностей которого уже немало, ударная волна, радиус поражения которой гораздо шире, но движение волны со скоростью звука медленнее светового излучения. Физик-ядерщик Андрей Ажаровский общался с японцами, выжившими после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, осуществленных США в конце Второй мировой войны. Расскажу историю одного мальчика. Он ехал, будучи пацаном 5 лет, он ехал на велосипеде, увидел яркую вспышку и от страха забрался в канаву под автомобильной дорогой. Ну, бывают такие, вот, знаете, трубы, через которые проходит вода. И он выжил. Вот он со мной разговаривал несколько лет назад. По сравнению с инцидентами мирного атома, как взрыв реактора на Чернобыльской АЭС, радиоактивное загрязнение от ядерных бомб достаточно мало. Вспомнить о том, что такое атомная бомба, заставил президент России, приведший в боевую готовность оружие массового поражения. Военный эксперт Олег Жданов считает, что Путин таким образом бросает вызов уже не Украине, а НАТО и США в частности. А для того, чтобы поднять статус этой войны, надо втянуть туда как можно большее количество стран. Как это можно сделать? НАТО. 30 стран мира сразу автоматически вступают в войну. Это уже мировая война. Отсюда и ядерный шантаж, что мы нанесем ядерный удар. Они понимают, что Украина никогда не ответит на этот ядерный удар, потому что нечем. Ответить могли бы только ядерные страны, которые видим на карте мира. Россия обладает наибольшим арсеналом — 6375 боеголовок. У США — 5800. Ниже Китай, страны НАТО, Франция и Великобритания, Индия, Израиль и Северная Корея. Тем не менее, одной из причин начать братоубийственную войну российские власти называют недопущение размещения ядерного оружия в Украине. До конца февраля Москва ни разу не поднимала этот вопрос. Документов, подтверждающих разработку Киевом оружия массового уничтожения, Россия не предоставила. Когда премьер-министром Украины была Юлия Тимошенко, она хотела построить обогатительную фабрику в Кировоградской области для того, чтобы обогащать и продавать уже обогащенный уран. Но этот проект зарубила на корню Российская Федерация тогда. И у нас на сегодняшний день мы даже не можем обогащать. В июне 2020 года Россия поменяла основы ядерной политики. Применить ядерное оружие теперь может в ответ на воздействие некой системы управления, суть которой не раскрывается. Аналитики предполагают, что речь может идти о кибератаке и о диверсионных действиях. Когда под угрозу поставлено само существование государства. Ключевая фраза в доктрине. На этом этапе Москва обвиняет Киев пока что в угрозе безопасности России. Эксперт в разрешении международных споров университета Нотр-Дам предостерегает. Если Путин действует не совсем рационально, нет смысла прятать меч в надежде, что он поступит разумно и не нападет, не применит химическое оружие и так далее. Думаю, Джо Байден сделал правильно, уменьшив реальную угрозу прямой конфронтации между Соединенными Штатами и Россией, которая может привести к применению ядерного оружия.
Мэри Эллен О'Коннелл считает, что во избежание худших сценариев следует кое в чем уступить Путину. НАТО должно приостановить расширение на восток взамен на остановку военных действий в Украине. Юлия Тельпук, Белсат. А есть еще одна история о тех украинцах, которым пришлось покинуть Украину. Вот приемная семья с 10 детьми выехала из страны. Изначально была опасность, что детей могут разлучить. Однако городской совет чешского города Новеграды принял их всех вместе. Интересно, что вывести детей из Украины помогла российская семья, давно живущая в Чехии. У некоторых есть родители. У некоторых родители погибли во время Первой войны в Украине. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Все. Она беспокоится о папе, чтобы его там не убили. Мне нужно было, чтобы дети были в безопасности. Когда мы спросили о деньгах и счетах за транспорт, мужчина сказал, что делает это по доброте душевной. А с нами на связь выходит наш корреспондент из Киева Александр Микрюков. Саша, здравствуй. Вот скажи, сегодня Генштаб украинский сообщает о том, что сегодня уже не такие активные боевые действия идут в Украине, как ранее они шли. Но Киев все равно остается целью российских войск, и именно в его направлении они дальше пытаются продвигаться. Вот скажи, какая сегодня ситуация в столице Украины? Так, у нас небольшие технические неполадки. Александр, на жаль, не чуем тебе пакуль, што спадзяёмся, што неўзабаве зараз альбо калегі нашы дапамогуць табе наладзіць эту сувязь. Александр Микрюков, будем яшчэ спрабаваць неўзабаве звязацца. Это наш корэспандэнт з Киеву. Ёсць невялічкія праблемы з сувязю. Тым часам пакуль што можам да навінаў перайсці. Вось у прыватнасці нашай калегі тут падказваюць пра тое, што Тацяна Караткевіч, гэта былая кандыдатка на прэзідэнта Беларусі, она накіравала ў міністэрства гэтак званае Міністэрства абароны Беларусі, а таксама ў гэтак званы ўрад Беларусі ліст з патрабаваннем забяспечыць выкананне Канстытуцыі і выправадзіць расійскія войскі з беларускай тэрыторыі. І ведаеце, што атрымала яна ў адказ, цытую: «Военное сотрудничество с Российской Федерацией осуществляется в интересах национальной безопасности страны». Вось такі сказ, і вось як яго ці спрымаць папросту як цынічная адпіска, ці папросту як цэлы набор рытарычных пытанняў, хто вызначае нацыянальную бяспеку нашай краіны, як агрэсар можа для нас неку забяспечваць эту нацыянальную бяспеку, што ў нашых інтарэсах, калі ад нас ляцяць бомбы ў бок Украины. Хоть что-то сделать, хоть как-то попытаться повлиять на ситуацию, на участие Беларуси в этой ужасной войне. Пусть даже это письмо с риторическими вопросами. Так я з гэтым згодны, і ёсць заклікі пра тое да беларусаў, каб яны пісалі гэтыя лісты. Канешне ж, няма ніякіх ілюзіяў, што нейкая паперка, яна пераможа дыктатуру, пераможа акупанта, але ёсць у гэтых запытах пісьмовых ёсць сэнс, можна сказаць, гістарычны, таму што па сутнасці гэта дакументы, якія пазней могуць выкарыстоўвацца ў судзе, дзе якраз будуць судзіць усіх гэтых і акупантаў, і памочнікаў акупантаў, і здрайцаў беларускага народу, которые сёння ваююць супраць беларусаў і дапамагаюць Крамлю ваяваць супраць Украіны. І таму, канешне ж, пісаць
варта гэты лісты. І ёсць яшчэ адна прычына, чаму варта гэта пісаць, бо гэта дадатковае напружанне на вось эту бюракратычную сістэму. Хай яны закапаюцца ў гэтых паперках, адказваючы на іх, перабіраючы іх, выдумляючы вось гэтыя адпіскі, гэткім чынам сістэма дадаткова напружваецца. А тым часам каля $1 мільёна США на гуманітарную дапамогу ўкраіне сабраў дабрачынны фонд ФІФА. Першая партия уже прибыла в Украину. Более 790 тысяч подписей собрала петиция за создание нового международного трибунала по образцу Нюрнбергского процесса для расследования военного вторжения России в Украину. Идею поддержали бывшие премьер-министры Великобритании Гордон Браун и Джон Мейджор, сообщает The Guardian. Также среди подписантов петиции министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, профессор международного права Филипп Сандес и бывший обвинитель Нюрнбергского военного трибунала Беньямин Ференц, бывший председатель Европейского суда по правам человека Николас Братца. Ну а тым часам у беларускіх Барановічах адбываюцца масавыя ператрусы і затрыманні. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Ну, ўсе паведамленні цэнтру «Вясна» гэта такія кронікі жыцця пад акупацыяй. Вось людзей вязуць на допыты, таксама ў іх канфісковваюць тэхніку. Тым, хто раней быў затрыманы альбо асуджаны ў палітычных справах, прапаноўваюць здаць біяматэрыял. У выпадку адмовы пагражаюць і кажуць ісці ў пастарунак, пісаць заяву на адмову, а ўжо ў пастарунках пагражаюць зрабіць фігурантамі крымінальных справаў альбо пасадзіць, ну, прынамсі на сотні, ось за гэткі папулярны у Беларусі супраціў міліцыі. 11 сотрудников белорусского посольства покинули Украину. Об этом сообщил Игорь Сокол, посол Беларуси в Украине. Его самого перед отъездом украинский начальник погранслужбы Сергей Дейнека попросил передать белорусскому коллеге Анатолию Лапо 30 серебряников. Именно такую плату когда-то получил Иуда за то, что предал Христа. Ну, тым часам ва ўкраіне на Херсоншчыне расійскія войскі не прапусцілі калону з гуманітарным канвоем. Пра гэта распавёў старшыня вобласці Геннадзь Лагута. У 14 фурах везлі харчы, інсулін ды іншыя медыкаменты, а таксама сродкі гігіены. Валанцёры, ў сваю чаргу, паведамляюць, што ў акупаваных вёсках расійскія вайскоўцы канфіскоўваюць у мясцовых жыхароў аўтамабілі. Таксама ёсць выпадкі гвалту і здзекаў. А нам падказваюць калегі, што зноку ёсць сувязь з Кіевам, што, праўда, тэлефонна. Александр Мікрукоў, наш калега, зноку разам з намі. Александр, вітаем цябе і, калі ласка, пра апошнюю самую актуальную сітуацыю ва ўкраінскай сталіцы. Табе слова. Да, снова здравствуйте, коллеги. Техника подводит в самый неподходящий момент, как обычно. Тем не менее, к счастью, сегодня день в Киеве был достаточно спокойный, не было вот этих вот ужасающих утренних бомбежек, и в целом день у нас прошел достаточно нормально, и появилось немножко времени заняться каким-то бытом. Действительно сообщается о том, что враг не перестает предпринимать попытки для того, чтобы атаковать Киев, однако он слишком сильно замедлился, и сейчас у него такой возможности практически нет. Поэтому наблюдаем за ситуацией чуть более спокойно. Даже воздушная тревога сегодня объявлялась не настолько часто, как это было вчера и предыдущие дни. Як далёка баявыя дзеянні ад Кіева сёння вядуцца актыўна, ці можна пра гэта гаварыць, а таксама лёс ужо вядомых на ўвесь свет прадмесцяў Кіева, дзе ў закладніках шмат дзён, а ў закладніках акупантаў заставаліся тысячи людзей. На самом деле действия боевые происходят не так далеко, как это и было некоторое время назад. Все еще наблюдаются проблемы передвижения оккупантов в Бучанском районе, в районе Ирпеня, плюс все еще наблюдается достаточно активность высокая, судя по опубликованным сегодня картам боевых действий ВСУ в Черниговской области. А касательно именно судьбы тех, кто сейчас вынуждены находиться в заложниках оккупационных войск Российской Федерации, очень сложно говорить, поскольку связи с теми регионами полноценные нет, и просто тоже вынуждены наблюдать за ситуацией. Насколько я понимаю, все еще предпринимаются попытки организовывать зеленые коридоры, и просто будем надеяться, что это получится.
Зразумела, Александр, дзякуй вялікі табе за інфармацыю, за каментар. Будзем трымаць сувязь надалей. Александр Мікрукоў, наш калега, корэспандэнт Белсату, быў на тэлефоннай сувязі с Киевом. А вот в США тем временем делают коктейли Молотова, чтобы поддержать Украину. Правда, речь идет об игрушечных бутылках. Владелец небольшой американской мастерской Citizen Brick таким образом решил собрать пожертвования для украинцев. А еще в мастерской делают фигурки президента Украины Владимира Зеленского. Это бутылки, которые мы собираемся превратить в коктейли Молотова. Вся моя семья помогала мне и писала небольшие сообщения на бутылках. В свете последних новостей в Украине мы подумали, что было бы неплохо попытаться сделать что-то, чтобы собирать пожертвования и отправлять их на помощь людям. И так мы сделали фигурку президента Владимира Зеленского. По состоянию на прошлый вечер мы собрали $145 тысяч, продавая два предмета – фигурку Зеленского и коктейли Молотова, которые мы сделали. Мне написали несколько детей. Мы большие поклонники Лего. Нам пришлось бежать, искать убежище, оставить все. Когда мы выиграем эту войну и все уляжется и вернется в норму, не могли бы вы нам прислать несколько фигурок? Я сказал да. Я сохраню их для вас. Ну а тым часам хацеў зацытаваць кіраўніка украінскай чыгункі Александра Камышына. І такая цытата, гаворка пра тое, што дзякуючы сумленным беларускім чыгуначнікам, увага, зносінаў паміж Украінай і Беларусю цяпер няма. Я зацытую. Я недавно звяртаўся з заклікам да беларускіх чыгуначнікаў не выконваць злачынныя загады і не весці расійскія вайсковыя эшалоны ў бок Украіны, сказаў Александр Камышын. На сённяшні дзень я магу сказаць, што чыгуначных зносінаў паміж Украінаю і Беларусю няма. Я не буду удакладняць дэталі, але я ўдзячны беларускім чыгуначнікам за тое, што яны робяць. Ад сябе толькі можна дадаць за нашу и вашу свободу. А вот тем временем Мариуполь, город, в котором раньше жило 400 тысяч человек, 3 недели уже находится в осаде. Российские войска не выпускают людей эвакуироваться из города и не пропускают внутрь гуманитарные грузы. В последние дни из города все-таки удалось выехать нескольким тысячам жителей Мариуполя. «12, 13, 14 число постоянно бомбили самолетами, и мы сидели все в подвале. Вот, и от взрывов рядом в домах вылетали стекла. Вот, жильцы перемещались в подвалы. Кто смог, выехал. Много машин прилетали, снаряды сгорело, то есть люди не смогли выбраться. Вот, много было таких, что люди гибли прямо на улицах, трупы лежали на улицах. В Мариуполе вообще нет. Просто мы 10 дней были в подвале, мы не выходили. У нас не было ни воды, ни света, ни газа. Там соседи хорошо, что подъезд, еще у нас у них хорошее было бомбоубежище. Подвал. Бомбоубежищем его нельзя назвать. Числа выехали из Мариуполя вместе с колонной. Наши дома разрушены, значит, кидали бомбы в подъездах, в квартирах повылетали у всех стекла. Тут бы взяли вот попугая, собачку, семью, сели и приехали. У меня ребенок болеет, и в Бердянске я не найду лекарств для сына. Поэтому я вынуждена ехать, чтобы лечить дальше ребенка.
11 супрацоўнікаў пасольства Беларусі ў Кіеве сёння пакінулі тэрыторыю Украіны. Дзяржаўная памежная служба Украіны апублікавала відэа, на якім бачна, як перад ад'ездам беларускага амбасадара Ігора Сокала з Украіны памежнік украінскі з ім размаўляе і перадае праз яго палымянае прывітанне і 30 срэбранікаў ад кіраўніка памежнай службы краіны Сергей Дайнека. Ён перадае старшыні дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі Анатолію Лапо. І гэта адсылка да біблейскага сюжэту. Менавіта гэткую плату атрымаў Юда за здраду Езуса Хрыста. Як вядома, тэрыторыя нашай краіны стала адным са шляхоў прарыву уварвання, са шляхоў уварвання расійскіх войскаў ува Ўкраіну. І беларускія памежнікі нават не спрабавалі перашкодзіць хоць неяк гэтаму гнюснаму кроку, што сам Сергей Дайнека назваў нічым іншым, як ударам у спіну Україні. Значить, наш голова Державної прикордонної служби України, генерал-майор Дайнека Сергій Васильович, наказав передати вашому председателю пограничного комитета Республики Беларусь, генерал-лейтенанту Лапо, пламенный привет и лично передать 30 серебряников. Это приказ. И это вручить своему генерал-лейтенанту Лапо. Это приказ для вас, но не для меня. С презрением. Ну, напэўна, 30 срэбранікаў варта было кінуць не толькі і перадаць не толькі Лапо, а і ўсяму цяперашняму самапрызначанаму кіраўніцтву Беларусі. Хаця з іншага боку перадаваць нават адзін срэбранік ім не хацелася б. Шкада гэтым людзям нават адной манеткі. Давайте пра гэта пагаворым з нашым цяперашнім экспертам. Гэта палітык, таксама публіцыст, дэпутат Верхоўнага Савету Беларусі, былы Сергей Навумчык. Спадар Сергей, мы вас вітаем. Вітаю. Спадар Сергей, ну вось толькі што мы бачылі сюжэт, дзе украінскі памежнік перадаў 30 срэбранікаў, сімвалічны такі жэст беларускім памежнікам. Вось як вы думаеце, вось гэты жэст наколькі можна распаўсюдзіць на Беларусь, і калі на Беларусь, то на каго? Ці вось гэта толькі на дыктатара, альбо не толькі на яго, а і на тых, хто сёння папросту маўчыць у Беларусі? Як бы вы ацэнілі, бо ведаю, што можаце ацэніць нават дастаткова рэзка. Ну так, бо калі вось сёння сочыш за заходняй прэсы, за тым, як выказваюцца заходнія палітыкі, як выказваюцца простыя людзі, скажем, в Европе, и не только в Европе, то, конечно, вось гэтая пляма, гэтая ганьба, в якую погрузіў краіну Лукашенко, яна ввогуле кладецца, конечно, на весь беларускі народ. Конечно, так не павінна быць. Не мусяць адказваць людзі, асабліва тыя людзі, якія супраціўляліся рэжыму, супраціўляюцца рэжыму за вот гэтага, як вы правильно заўважылі тут хвіліну назад, самапрызначанага кіраўніка, за ягоны кішэнны так званы парламент, за ягоны ўрад, за гэтых генералаў, здраднікаў беларускага народа. Вот все это кіраўніцтва Міністэрства обороны, это абсолютные реальные здрадники белорусского народа. Это цалкам пророссийские люди. Они просто продалися России. Я не кажу, что за гроши. Дай Бог бы еще за гроши. Они душой там. Это вот самое страшное, что они душой вот с этой краиной агрессора. Але я думаю, что вот когда скончится эта война, все ж таки будет подел. Будет поделены белорусский народ и режим. Вот тыя, кто ажыццяўляе гэты режим, кто проводит решения. Я хотел сказать решение Лукашенко, але сегодня уже Лукашенко не проводит своих решений. Как правильно зауважено, он только организовывает репрессии.
виконує таку роль, яку у свій час виконував у 19 столітті генерал-губернатор Муравйов, який наладжував репресії, які репресував тисячі і тисячі повстанців Каліновського. Лукашенко, це у його волі. Все остальне він уже абсолютно не визначає. Все вже визначає Кремль, все вже визначає Путін, якого Байден назвав злочинством і от'явленим головорезом. І, між іншим, от я коли глядів зараз цей відеозапис, то символічно ще і як кинув цей підполковник просто у твар 30 серебряників, этому так званому белорусскому амбассадору. Конечно, ніякий он не белорусский, он двух слов по-белорусски сказать не может. Это той самый амбассадор Республики Беларусь у Киеве, яким посылал обуральный лист мэру Днепра после того, як над Днепром, над мэрией, здається, Днепра, и на флагштогу был узвитый бел-червоно-белый стяг. Вот вся эта группа, яка зараз вокруг Лукашенки знаходится, это, конечно, тысячи людей, яны, видать, так сказать, понесуть у дальнейшем отказность разом вот с теми, кто понесе отказность за эту агрессию супраць украинского народа. Спадар Сергей, так, і ми пам'ятаємо гэта выказванне, ён назваў наш сцяг фашысцкім, там пабзываў яго страшэнна. За гэта, канешне, у яго язык, напэўна, адсохне. Між тым, калі загаварылі пра вось эту адказнасць і пакаранне, то, глядзіце, до 24 лютага у Беларусі яшчэ былі дыскусіі пра тое, патрэбная люстрацыя будзе пасля зрынання рэжыму Лукашэнкі ці не патрэбная, можа нейкая будзе згода, можа нейк так памякчэй. На сённяшні дзень, улічваючы, што вайна гэта ўсё-такі такая з'ява, якая не дапускае адценняў, а робіць усё максімальна кантрасным. Пытанне будучай люстрацыі рэжыму Лукашэнкі, гэта ўжо пытанне вырашанае, на вашу думку? Яно не проста вырашанае. Калі вы ўжо прыгадваеце Лукашэнку і ягоных памагатых, бліжэйшых каўруснікаў, то тут ужо проста не пытанне люстрацыі. Тут уже пытанне, канешне, военных злачынстваў. Тут уже пытанне военных злачынстваў, і у мяне, скажем, няма ніякага сумнення, што Путін будзе на лаве падсудных за военные злачынствы, як в свой час мы ведаем, за злачынствы супраць чалавечнасці былі Мілошевіч і іншыя. Причем это может быть найлепшы для яго варыянт, бо у Европе, як мы ведаем, ліквідаванае смяротнае пакаранне, але не толькі Путін, бо тое, што робіць Лукашенко, он фактычна забяспечвае, военнай мовай кажучы, ажыццяўляе тылавое забеспячэнне гэтай вайны. Мало таго, што тылавое, але з землі Республікі Беларусь взлетаюць самалёты з лётчыкамі, з забойцамі, з Беларусі ляцяць ракеты, якія б'юць па мірных жыхарах Украіны. Все это, конечно, будзе улічана. Датычна ж вось всіх іншых, ведаеце, я вам скажу, я днямі ў сваім тэлеграм-канале правёў такое пытанне, якраз вось з чаго вы пачалі нашу гутарку, ці адказны народ, весь народ за дзеянні свайго кіраўніка, ці наадварот народ не адказны за дзеянні свайго кіраўніка. І вот мяне здзівіла, што 56% людзей, там я не называю гэтую выборку рэпрэзентатыўна, хаця 1,5 чалавекі адказалі на гэтае пытанне, так сказаць, больш як 50% рэспандэнтаў лічаць, што так, народ адказны. Народ адказны за дзеянні свайго кіраўніка, нават калі народ з гэтым не згодны. Вот з гэтым можна спрачацца ці не спрачацца, па-рознаму гэта можна ацэньваць, але я вось прыкладаю гэты адказ да якраз гэтай зараз узнятай вашай вамі тэмы, адказнасць калектыўная тых, хто служыць у сістэме Міністэрства ўнутраных спраў, тых, хто служыць у сістэме КДБ, тых, хто служыць у сістэме прокуратуры, тых, хто служыць у Губазіку і гэтак далей. Нават калі гэтыя арганізацыі, Губазік, КГБ,
не будут признаны террористическими организациями, а мы видим, что ставится перед международными организациями такое питание, навіть коли этого не отбудется, то вот, ну, мы бачим, як, в принципе, ну, значная частка, можно чекать, значная частка насельництва будет настроена. Это ты уже потом будешь доказывать, так сказать, нюансы там, катавал ты людей, ты не катавал, значит, коли ты катавал, значит, под суд. Это ты уже потом будешь доказывать, ты стрелял ты по мирным жихарам, ты не стрелял. Але вот то, что, так сказать, поза межами криминальной отказности, что гэтые люди все, вот все як один, за выключением тых адзінак, якія, скажем, дапамагаюць байполу и нейкую там информацию дают оппозиции, таких, я думаю, адзінкі, вот все они, безумовно, повинны быть под самой жесткой люстрацией. Под самой просто жесткой люстрацией. Это поражение у громадских правах, это немагчымасць займаць ніякія пасады ў дзяржаўным апараце, я думаю, что пажыццёва, и это, конечно, позбавление працоўнага стажу, з гэтых гадоў, пакуль яны працавалі ў гэтых органах, и позбавление пенсии. Абсолютно справедливые, на мой погляд, кроки. Такие кроки у тых ці ў іншых ступенях у некаторых постсоциалистичных краінах применяліся. Это ніякая не турма, это ніякая не расстрел. Турма – это уже тем, кто непосредственно катавал. Але вот когда ты просто працавал там у системе прокуратуры, ты там просто працавал у системе Министерства внутренних справ падчас вот гэтага реального державного террору, ну, значит, люстрация. А як яшчэ? А так было пасля крушэння Трэцяга рэйху. Інакш бы Нямецчына ніколі не ўзнялася з гэтага кошмара нацизма. Спадар Сергей, яшчэ хацеў у вас вось які момант удакладніць. На днях літаральна беларускія добраахвотнікі, яны, якія базуюцца сёння ва ўкраіне, яны, адрэагаваўшы на візіт прэм'ер-міністраў Польшчы, Чэхіі, Славеніі ў Кіеў, яны выступілі з заклікам да беларускіх палітыкаў, грамадскіх дзеячаў таксама здзейсніць гэткі візіт у Кіеў сёння на знак салідарнасці, на знак падтрымання. Як вы, все-таки вы таксама займаліся доўгі час палітыкай, як вы ацэньваеце гэты заклік, а таксама его реалістычнасць і патрэбу сёння? Як бы вы ацэнілі? Наколькі важны гэткі крок быў бы сёння? Ну, я, во-первых, хочу сказать, что гэтыя люди, якія там змагаюцца з русским фашизмом, з русскими фашистами, з оккупантами, яны выклікаюць самую великую павагу. Яны фактычна, ну, ратуюць гонар беларускай нацыі, ва всякім разе у вачах і украінцаў, у вачах Европы. И никто уже не может сказать, что белорусы змирились и так далее. Это однозначно. Другое, я ведаю, что во всяком разе у диаспоры, у белорусской диаспоры в разных городах, и не только Европы, краинах, але и на американском континенте, ідзе збор сродкаў и для амуниции с этих белорусских ваяроў, я хотел сказать, хлопцаў, але там, здаецца, дзяўчаты ёсць, здаецца так. Ну, мне цяжка казаць, у якой ступені гэта вот такая поездка палітыкаў можа нечаму паспрыяць у вялікім такім нейкім памеры, бо, бачыце, ну, по-рознаму гэта можна, так сказать, падаваць. Это может успрымацца, як, скажем, самопиаром, напэўна. Я уже такие комментарии читал. Тут я вот шчыра скажу, мне тяжко сказать. Все залежит от того, ну, якая мэта палітычная. Скажем, калі ты палітык, то, відаць, это павінна быць нейкая палітычная мэта, ці там, калі ты грамадскі дзеяч, так? Ці калі пісьменнік. Я уже опускаю там тэхнічныя пытанні, што грамадзянам Беларусі цяжка бегаць. Не, вот так, але, відаць, яны ведаюць, што яны гавораць. Ну, у кожным разе, мне падаецца, што вот тая дапамога, якая зараз робіцца у дыяспары, я падкрэсліваю, што гэта ў розных краінах, ну, яна, конечно, вельмі важная, бо, ну, реально мы разумеем, што калі б Украіна прайграла гэтую вайну, калі б яе скамечылі, каб яе знішчылі,
то просто знішчылі бы Беларусь. Беларусь і так ужо знаходзіцца рэальна пад вайсковай, пад ваеннай акупацыяй России. А тады я думаю, што яна просто пераставала існаваць як дзяржава. Але вот апошнія падзеі апошніх дзён мне, хоць я по натуру, скажем так, больш пессімістычна настроены да многіх з'яваў жыцця, так? Скажем, может быть, у силу своего некого опыта, такого уже довольно великого політичного. Але вот зараз я б сказал бы так, что апошнія падзеі, яны выкликаюць такі, оптимизм. Это то, что провалилася вот гэтая наземная операция Путина фактично, и он уже не может далей вести конвенційную войну. Мы бачым, як памянялася рыторыка у заходніх лідараў, і, што прынцыпова важна, памянялася рыторыка у прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. Ён просто ўжыў такія словы, такія выразы, якія абсалютна просто прыгваздзілі, як гаворыцца, Пуціна да, так сказаць, да гэтай лавы падсудных у будучым. І яшчэ адзін вельмі важны момант, это, конечно, учорашняя размова Байдена з Сі, з кіраўніком Китая, і заява, якая была зробленая па выніках той сустрэчы менавіта з кітайскага боку. Там яна, так сказаць, на нюансах пабудавана, але калі ўчытацца в гэтай нюансы, то ўжо ясна, што Пекін не падтрымлівае вось гэтую агрэсію Пуціна. Это вельмі важна. Кітай зараз выходзіць на перадавыя ролі ў свеце, фактычна дзеліць, будзем казаць, дзеліць уплыў са Злучанымі Штатамі Амерыкі, і вось гэтай засцярогі, што Кітай падтрымае Расію, там аж да ваеннай нейкай падтрымкай зброі, тэхнікі і так далей, мы бачым, што хутчэй за ўсё гэта правалілася, і тут, відаць, Пуцінам чакаюць яшчэ больш непрыемныя сюрпрызы у палітычным сэнсе. Ну а самое галоўнае, конечно, параза яму зараз наносіцца украінскім народам, і ў тым ліку з удзелам вось гэтых нашых беларускіх ваяроў, якія там у батальёне Кастуся Каліновскага. Ну а таму, канешне ж, слава героям і як мага хутчэйшай перамогі над акупантамі, таму што кожны дзень гэтай вайны гэта боль, слёзы і жыцці невінаватых людзей. Спадар Сергей, дзякуй вялікі вам за сённяшнюю размову. Я спадарству нагадаю, Сергей Навумчык, беларускі палітык, таксама публіцыст, быў з намі на відэасувязі. Ну а перад развітаннем, бо наша частка з Михаілам завяршаецца, я таксама заклікаю вас, спадарства, паслухаць «Галасы Украіны». Выстава пад гэткай назвай адкрылася ў Берліне. Яна прысвечана гісторыям украінцаў, чыё жыццё цалкам змянілася з пачаткам расійскай вайсковай агрэсіі. Зладзілі таксама арганізатары панельную дыскусію шэрагу міжнародных экспертаў. Размова ішла пра геапалітычныя змены ў Еўропе, а таксама пра тое, што яшчэ могуць зрабіць еўрапейцы, каб падтрымаць Украіну і Беларусь. На гэтым мы, я, Валер Руселік, мой калега Михаил Пранович, развітваемся, але Белсат працягвае сваю працу, таму заставайцеся з намі, неўзабаве з'явяцца нашыя калегі тут у студыі. Ну а ўжо зараз для вас відэа з Берліна. Общество здесь должно понимать, что происходит. И это лучше всего можно, конечно, делать на примере таких историй, как они здесь выставлены. Сейчас очень большой интерес здесь в немецком обществе Украиной. То, что там происходит, конечно, те люди, которые стали жертвами этого конфликта. Мне кажется, что этот интерес можно использовать, чтобы мобилизировать больше немцев в поддержке Украины. Сейчас очень важна именно помощь тем, кто вынужден был бежать из Украины. Именно возможность почувствовать себя в безопасности и возможность легализации. И сейчас, конечно, очень важно, чтобы для белорусов были такие же условия, как и для украинцев.
Могу рассказать о том, какую помощь оказывает Польша. У нас очень активная помощь идет со стороны белорусской эмиграции. Знаю людей, которые ночами на вокзалах принимают беженцев. Белорусские эмигранты в Польше хорошо знают польский язык и поэтому берут на себя функции переводчиков. Много даже моих сотрудников работают так сейчас. Зараз у нас есть дуже велика проблема. Сейчас у нас есть большая проблема. Германское общество, элита этой страны, они не понимают украинской субъектности. Они не понимают, как устроен этот конфликт. Они думают, что есть один какой-то плохой человек, который творит зло для всех. Но на самом деле все намного сложнее. Очень сильно связано с властными структурами, с колонизацией, с историей. Поэтому мы своей работой стараемся все это рассказывать. Есть у многих страх, что эта война не ограничена на Украину, но что тоже мы будем привлечены в эту войну. Также есть такой очень сильный страх у многих, что тоже понятно. Германия тоже приняла изменения в законодательстве, которые позволяют белорусам легализовываться, получать защиту, но, к сожалению, видимо, эти решения еще не дошли до тех, кто предоставляет такое решение, да, сообщает его белорусам. Нужно понимать, что белорусы столкнулись со второй волной миграции, да, те, кто уехал раньше в Украину и вынуждены были покинуть Украину и искать новый дом второй раз за последний год-полтора. Ми впевнені, що коли ми переможемо, Я уверен, когда мы победим, Украину будут воспринимать как-то иначе. И мы уже сейчас работаем, чтобы то, что привело к войне, больше никогда не повторялось. И чтобы исправилась ситуация. Здесь, в центре Берлина, иметь такую выставку, это, конечно, имеет смысл. Ракета. Там діти були. Я выходил из дома, открыл двери, пролетел всю кухню, встал, спросил: «Мама, Толик?» Все нормально, и побежал на улицу посмотреть, что случилось. Я побежал, увидел отсюда пожар, дым, и все село просто побежало сюда. Когда сюда прибежал, просто сотни людей помогали разбирать завалы и спасать, кто остался. С дома напротив вышел, и волной перекинуло меня очень далеко. Я не знаю, метров 5 пролетел. Смотрите, ни гаража, ни дома, ни кухни. У меня нет ничего, все посносили. Ми живемо на своїй землі, на своїй. І хочемо вмерти на своїй землі. Зачем нашим внукам і дітям, що вони творять? Утром нам сообщили, что бомбят Киев. Мы были дома. Все, было очень страшно. Нам сообщили, показали в новостях. Россия объявила в начале вторжения, реально в начале войны против Украины, сегодня ночью. 24 февраля я смотрел с девушкой передачу по телеку. Была ночь, почти утро, было 5 утра. И мы услышали первый удар. Это был авиаудар, и я не мог поверить, что началась война. Вот мне можно поехать, все, но я здесь до конца. Я здесь родилась, я здесь хочу и умереть.
я не хотела уезжать. Нет. Я хочу быть дома, хотела, но невозможно, нет, это очень страшно. Когда тебя бомбит, и просто бомбят. И вообще-то я из Абхазии. Вот теперь я стала второй раз беженцем. Первый раз, когда было мне 11 лет, школа, в якій я працювала, просто розбомблена. Вже немає зовсім, взагалі нічого не уціліло. Меня и моих собак застала война. Вот. Это отвратительное состояние. Мы ночевали, и у нас рядом ехал трамвай, и каждый проезд трамвая это просто как будто бы бомбят. Уже такое ощущение, что они уже и сюда дошли. Но я очень надеюсь, что этого не будет. Крылатая ракета влетела в 9-й этаж. Мы с ребенком лежали в ванной, я ее накрывала своим телом. Вот так на бреющем нас самолет пролетал, бомбы рядом взрывались. Мне не страшно было, но мне было неприятно, то что война. Українці, українки. Російські війська продовжують знищувати нашу інфраструктуру, продовжують бити по наших містах. Київщина, Чернігівська область, Сумщина, Харків, Південь, Донбас. Але знайте, ми все відбудуємо, ми все відновимо. Кожну вулицю, кожного міста, кожний будинок, кожну квартиру, кожного українця. Після війни, я впевнений, ми зможемо зробити це швидко. Ми спрямуємо на це усі наші сили, усю допомогу світу. Ми вже формуємо фонди, щоб Україна жила. І ўсё будзе Украіна. Вітаем спадарства. Белсат працягвае сваю працу ў жывым эфіры. Наступныя 2 гадзіны па-расейску. Маша Макарова і Сергей Пацасонны па-беларуску. І пачынаем разам з вами, каб распавесці ўсё самае галоўнае, што адбываецца ў тым ліку і гэтыя хвіліны. 24-й день войны, которую ведет в Украине Россия. И давайте начнем с самых главных новостей к этому часу. И с нами в студии уже наша коллега Марина Ступак, которая о самых главных новостях расскажет по-украински. Марина, тебе слово. Дякую, колеги. Вітаю наших глядачів. Минула 20-та година за київським часом, і ми починаємо новини українською. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Євросоюз до повного блокування торгівлі з Росією, а в Офісі українського президента розкритикували слова міністерки оборони Німеччини. Детальніше далі у випуску. З кожним днем героїчного опору України стає очевидним, що Путін зробив катастрофічну помилку. Про це сказав сьогодні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, виступаючи на конференції консервативної партії в Блекполі. Джонсон вважає, що Путін почав війну в Україні не через страх вступу України в НАТО, бо він не дуже вірив у це, а через прагнення України до свободи та демократії. Я думаю, він злякався України, бо в Україні є вільна преса. І в Україні були вільні вибори. І з кожним роком Україна просувалася. Не завжди легко до свободи, демократії та відкритих ринків. Тож він боявся українського прикладу і боявся неявного докору собі. Тому що в путінській Росії вас просто посадять до в'язниці на 15 років лише за те, що ви назвали вторгнення вторгненням. І якщо ти виступиш проти Путіна на виборах, тебе отруять або застрелять. І саме тому, що Україна та Росія були настільки історично близькими, він був наляканий впливом цієї української моделі на нього та на Росію. Важливо, щоб президент Росії Володимир Путін зазнав невдачі у війні з Україною, бо у разі перемоги він на цьому не зупиниться, додав Джонсон. Він вважає, що нова ера залякувань може чекати всю Східну Європу. Кінець свободи в Україні означатиме згасання будь-якої надії на свободу в Грузії, а потім і в Молдові. Це буде означати початок нової ери залякування у всій Східній Європі, від Балтійського до Чорного моря. Це переломний момент для світу, і це момент вибору. Це вибір між свободою та пригніченням. І тому Путін повинен зазнати невдачі.
Тим часом повністю заборонити торгівлю з Росією закликав сьогодні Євросоюз прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він виступив за те, щоб Європа підтримала новий пакет санкцій проти Російської Федерації, який би полягав у тому, щоб розпочати торговельну блокаду з країною-агресором як по морю, так і по суші. Польща пропонує якнайшвидше додати до цього пакету санкцій торговельну блокаду як для морських портів, так і заборону на сухопутну торгівлю. Повне відключення Росії від торгівлі змусить її додатково задуматись про те, щоб припинити цю жорстоку війну. Я абсолютно на боці протестувальників. І ще раз звертаюся до Європейської комісії якнайшвидше активізувати свої повноваження. Справа дуже серйозна. Мова йде про життя і смерті десятків, а може сотень тисяч людей. Йдеться про суверенну країну, Україну, але і про безпеку НАТО. Ми повинні продемонструвати сьогодні свою силу і рішучість щодо Росії. Інакше нам доведеться заплатити вже більшу ціну найближчим часом. А радник голови Офісу українського президента Михайло Подоляк сьогодні розкритикував заяву міністерки оборони Німеччини Крістіни Ламбрехт. Раніше вона наголосила, що НАТО не буде втручатись у війну в Україні і не закриє небо, бо такі дії матимуть начебто непередбачувані наслідки. В Офісі президента Зеленського наголошують, що подібна інформація провокує Росію продовжувати вчинення злочинів і закликали зупинитись. Німецька міністр Ламбрехт знову сказала, що НАТО не втрутиться у конфлікт і не створить безпольотну зону над Україною. Вбивчо. Кожна така заява європейських політиків заохочує РФ до масових вбивств в Україні. Не хочете називати війну війною і боїтеся Путіна, то хоч не робіть провокаційних заяв. І до теми українських біженців. Сьогодні Національний стадіон у Варшаві почав приймати українців, які бажають отримати ідентифікаційний номер «Песель». Тим, хто втік від війни, цей номер дає такі ж самі права, як і громадянам Польщі. Дозволяє відкривати тут бізнес, відправляти дітей до школи, отримувати соціальну допомогу та користуватись медичним страхуванням. Як розпочався перший день видачі документів прямо на стадіоні, далі у нашому матеріалі. Сьогодні уперше Національний стадіон у Варшаві почав приймати тисячі громадян України. Тепер тут, за рішенням місцевої влади, теж займаються легалізацією біженців з України. Черги за польським ідентифікаційним номером, який відкриває їм доступ, зокрема, до соціальної допомоги та офіційного працевлаштування, почали з'являти ще о 4 ранку. Ми тут нові і не знаємо, як все це працює. Ми просто дивимося і маємо пристосуватися до нового життя. Польська влада вирішила надавати песель усім українцям, що втікли від війни, аби пришвидшити можливість для них мати соціальні виплати на дітей. Це близько $117 на місяць на одну дитину віком до 18 років, а також безкоштовне навчання та медичне обслуговування. Та через надвеликий наплив українців у державній адміністрації не встигають приймати таку кількість охочих отримати песель. Дуже багато людей сьогодні, і ми приїхали немножко позже, і вже на сьогодні все було зайнято. Нам сказали, що можна приїхати завтра. Національний стадіон у столиці Польщі теж не витримав перший день напливу українців. Частина людей з черг так і не потрапила всередину спорткомплексу. Представники держустанов заспокоїли, що це не останній день прийому і завтра тут їх чекають знову. Українці кажуть, що це вже не перша їх спроба отримати песель. Ми спробуємо ще прийти завтра, а якщо не вдасться, то будемо йти в понеділок, вівторок, середу і так постійно. Всі українці, які перетнули кордон після 24 лютого та приїхали до Варшави, почали отримувати повідомлення на свої мобільні телефони про те, що з 19 березня вони можуть отримувати песель на національному стадіоні. Як повідомляє місцева влада, новий пункт легалізації українців буде працювати кожен день з 8 години ранку до 16. Валерія Кірічева, Белсат.
Тим часом сьогодні зранку українці знову організували акцію протесту на польсько-білоруському кордоні. Активісти вирішили заблокувати рух фур, які завозять товари через Польщу в Росію і Білорусь. Вони незадоволені тим, що перевезення відбуваються попри економічні санкції проти країн-агресорок з боку Заходу. Блокаду здійснили біля прикордонного пункту Кукурики-Казловичі. І на зв'язку з нами зараз перебуває один з учасників акції Роман Корбут, який знаходиться на місці події. Романе, розкажіть, будь ласка, нам, які у вас вимоги взагалі? Слава Україні! Ми тут вимагаємо, щоб Європейський Союз перестав торгувати з Республікою Білорусь і з Російською Федерацією. Який результат блокади наразі? Скільки фур заблоковані? Як взагалі реагують на ваші дії водії? У нас зараз, чесно кажучи, я вважаю, що дуже добрий результат, тому що навіть наш протест побачили польські політики. І, як ви вже раніше казали в своєму сюжеті, Матеуш Моравецький звернувся до Європейської комісії, щоб Європейський Союз дуже швидко переглянув торгові відносини з Росією і так само, щоб не відбувалося продажі наземним шляхом, тобто, щоб фури не їхали в Російську Федерацію, щоб вони задумалися в Росії, що, може, вони щось роблять неправильно, що вони бомбардують Україну і що вони порушують міжнародні всі норми цивілізаційні і навіть правові, просто вони знищують нашу цивілізацію. Враховуючи останні заяви прем'єра-міністра Польщі, що плануєте ви робити далі? Вже можна розходитись чи плануєте там залишатись? Ні, ми тут, чесно кажучи, сьогодні рано зібралися, але вже ми так само були тут тиждень тому. Ми будемо тут блокувати кордон до тієї пори, поки нас не почує і поки не прокоментує цю ситуацію Європейський Союз, тобто представники влади Європейського Союзу. Ми намірені дуже зараз блокувати всі відносини. Ми так само в Варшаві плануємо протестувати під фірмами, які далі співпрацюють з Російською Федерацією. І наша організація Євромайдан Варшава, ми намірені дуже серйозно всі які-небудь відносини торгові з Росією блокувати. І скільки вас наразі знаходиться на кордоні? Зараз нас знаходиться тут 300 людей, всі дуже зорганізовані. Ми так само будемо тут ночувати. Сьогодні було тут дуже такий настрій піднесений. Всі розуміють, що в Україні Збройні сили борються за нас, а ми тут, що можемо, робимо для людей, які в Україні, які віддають своє життя або які зараз знаходяться під бомбами, під ракетами. Дякуємо. І на зв'язку з нами був один з учасників акції з блокади фур на польсько-білоруському кордоні Роман Корбут. Тож ми слідкуємо за цією ситуацією, чекаємо, чи відреагують на це в Євросоюзі. І це поки що всі новини, які ми встигли розказати вам сьогодні. Вже завтра в цей же самий час о 20:00 у нашій програмі ви дізнаєтесь найактуальніше про війну в Україні та міжнародні реакції на неї. Вмикайте обов'язково наші випуски та залишайтесь з Білсатом. Колеги, далі слово передаю вам. Дзякуем, Марына. Марына Ступак, спадарства ўжо традыцыйна ў нашым эфіры навіны па-украінску. Действительно, Белсат вещает на 3 языках, по-украински, по-белорусски и на русском языке. Не забывайте ставить лайки под нашей трансляцией, чтобы как можно больше людей в разных странах, говорящих на разных языках, узнало правду о том, что происходит в Украине. І таксама спадарства апошняя інфармацыя на Кіўшчыне быў збіты ўжо зрэшты не першы самы сучасны нібыта, як кажуць, верталёт алігатар расійскі К-52. Таксама поспехі на запорожскім накірунку для украінскіх вайскоўцаў, якія знішчылі каля 60 расійскіх акупантаў. Менавіта там у баях. Так выглядае 24-й дзень войны.
Звучали важные заявления. Настало время переговоров о мире, о безопасности для Украины. Это единственный шанс для России сократить ущерб от ее собственных ошибок. Об этом и не только говорил украинский президент Владимир Зеленский в своем очередном обращении. Давайте послушаем. З-під завалів зруйнованого Из-под завалов разрушенного оккупантами драмтеатра в Мариуполе, где мирные жители прятались от российских обстрелов и бомб, продолжают спасать людей. Более 130 уже на поверхности. Есть тяжело раненые, к сожалению. Но к этому часу нет информации о погибших. Благодаря храбрости и профессиональной подготовке украинских вооруженных сил, оккупационные войска остановлены на всех направлениях. Тяжелые бои в Харьковской области, особенно под Изюмом. Российское военное командование бросило туда уже даже курсантов учебных центров. Абсолютно неподготовленный контингент. Людей, которые не выдержат и получаса в бою. Первоначальный план российских оккупантов по захвату нашего государства, очевидно, провалился. Війну треба закінчувати. Войну надо заканчивать. Предложения Украины уже сформулированы. В ближайшие дни мы продолжим обращаться к народам планеты с призывом помочь обеспечить мир в Украине. Прежде всего обращаемся к Швейцарии. Запланированы также выступления, обращенные к Израилю, Италии и Японии. Мир слышит предложения Украины. Мир поддерживает защитников Украины. Гэта спадарства прэзідэнт Зелянскі, які днямі быў намінаваны на Нобелеўскую прэмію міра, но тут хіба без усялякай канкурэнцыі абсалютна, а ўжо цяпер з намі на сувязі глава Луганскай вайсковай абласной адміністрацыі спадар Сергей Гайдай. Вітаем. Сергей, добрый вечер. Слышите ли вы нас? Добрый вечер. Да, вы сказали о том, что идут бои на Луганщине, но ни один из городов в Луганской области врагу не сдался. Как ситуация выглядит сейчас? Сохраняется ли та обстановка, о которой вы заявляли? Я имел в виду, что не сданы города, которые подконтрольны Украины, и там, где выстроена линия обороны с самого начала войны России против Украины. То есть у нас выстроена линия обороны от Кременной через Рубежное, Северодонецк, Лисичанск и до Попасной. И вот как она была выстроена с первых дней войны, так она, в принципе, держится. Есть определенные прорывы, иногда что-то получается у врага, прорваться там в Рубежное или в Попасную, но я думаю, что это временные там какие-то победы небольшие у них, мы их повыбиваем. У нас такая же ситуация, у нас, правда, нет курсантов, но против нас бросают воевать свежемобилизированных мужчин, которых просто ловили на улицах, вытаскивали из маршруток, забирали из офисов. Это люди, которые воевать не умеют, они не знают, что такое военное дело, у них есть автоматы, 2 магазина, и как пушечное мясо их просто количеством бросают на наши позиции. Погибают они десятками, по 40, по 50 человек. Иногда даже 100 и 150, но для россиян это же просто расходный материал. Сергей, правильно ли я понимаю, что речь идет о мобилизации, в том числе в так называемой ЛНР и ДНР, что это люди, которые, в общем-то, являются вашими соотечественниками с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей? Или это именно россияне с территории Российской Федерации? Нет, вы правы, это именно мобилизированные люди с так называемых ЛДНР, с неподконтрольной Украине территории, начиная там с 2014 года. Вот это наши земляки, наши соотечественники. У нас нет молодых российских солдат. У нас Россия поставила за спинами этих мобилизированных людей, она поставила профессиональных российских военных, которые как загранотряды стоят, и если кто-то бежит назад, то их просто расстреливают. Поэтому единственный шанс выжить, но они как пушечное мясо, единственный шанс выжить — это просто сдаться в плен. Тогда им гарантирована безопасность, и тогда они смогут выжить. Спадар Сергей, я спадзяюся, вы мяне зразумееце па-беларуску, бо мы працуем на 2 мовах. Калі не, то перайду на расейскую. РИА навіны расійскія падалі, што расійскім акупантам здаўся супрацоўнік СБУ па Донецкай і Луганскай абласцях, які рыхтаваў дыверсійныя групы. Ён нібыта перадаў дадзеныя пра асобаў з гэтых групаў. Ці вы можаце пацвердзіць гэтую інфармацыю, ці вы нешта ведаеце пра гэта? Ой, вы знаете,
вранье и фейки, это, конечно, уже 100% все понимают, что это элемент российской гибридной войны или пропаганды. И в данном случае это ложь. Я вам могу огромное количество привести примеров с фактами о том, что Россия врет постоянно о даже Луганской области. Давайте какие-нибудь примеры, как раз пусть они прозвучат в нашем эфире, в том числе для наших российских телезрителей. Они снимают пропагандистические ролики в населенных пунктах, которые вот сейчас они оккупировали, привозят туда массовку, но местные жители, ну, вы понимаете, маленький населенный пункт, там друг друга знают все, без исключения. И когда приезжают чужие люди, 10-15 человек, и размахивают вот этой вот тряпочкой трехцветной, и говорят, что они там за Россию, ну, все прекрасно понимают, что это не так. Дальше. Они сейчас говорили о том, что Рубежная, Попасная, все эти города, они уже находятся под контролем ЛНР. Более того, они уже вышли на границы Луганской области. Ну, я сегодня участвовал в эвакуации людей, был и в Лисичанске, и в Северодонецке. На всякий случай для этих орков записал стрим, видеообращение. Вот. Так что мы развенчиваем их ложь, насколько это возможно. Таксама у перамовах, якія перыядычна адбываюцца паміж Кіевам і Крамлём, мы чуем такую інфармацыю, што гаворка ідзе пра нібыта патрабаванне прызнання Крыму за бокам Расіі альбо незалежнымі, таксама гэтак званая ЛДНР. Як вы гэта бачыце з месца, як на такую інфармацыю рэагуюць людзі? Однозначно отрицательно, негативно. Смотрите, все очень просто. Россия не воюет с националистами какими-то. Хотя националисты, я тут ничего плохого не вижу на самом деле, потому что шовинизм это плохо, а национализм это совсем неплохо. Это любовь к своей стране. Россия не воюет с батальонами националистическими. Кадыров не воюет со Степаном Бандерой, как он заявлял. Россия воюет против украинского народа. Что произошло за буквально первую неделю войны? Мы реально из населения Украины, которые спорят, иногда ссорятся, и недопонимание, мы стали нацией, украинской нацией, причем полноценно с большой буквы этого слова. И никогда они не победят. Ну хорошо, захватили они какой-то город. Что дальше? Все жители их ненавидят. Держать военный контингент в такой стране, как Украина, на постоянной основе невозможно. Те санкции, которые уже начали работать, я думаю, что вот все говорят, уничтожена российская экономика, она еще не уничтожена. Крах будет в районе конца мая. Сергей, скажите, а какие разрушения вот в тех подконтрольных Украине частях Луганской области? Сколько зданий разрушено? Разрушены ли какие-то объекты инфраструктуры? И как это может повлиять на гуманитарную ситуацию? Разрушения очень большие, учитывая то, что российско-ЛДНРовским войскам не удается в очередной раз осуществить свои планы по быстрому захвату территории и выходу к границе Луганской области. Они просто стирают с лица земли города. Им все равно, куда они стреляют. Они квартал за кварталом уничтожают города. Рубежное, Кременное, Северодонецк, Попасную, Горская громада. Уничтожается все, что на их пути. Стреляются всего оружия. Минометы, артиллерия, ураганы, смерчи, грады, авиация. Уничтожаются жилые дома, школы, детские садики. Дом малютки, вот все, просто все, что есть у них на пути, это все уничтожается. Гуманитарная ситуация очень тяжелая, потому что критическая инфраструктура настолько разрушена обстрелами, вот электроэнергия, вода, газ, что в некоторых районах уже просто даже бессмысленно это восстанавливать. Все подстанции разбиты. Работники наши ДСНС, вот пожарные, они просто не успевают выезжать на тушение пожаров после обстрелов, потому что обстрелы постоянно. Иногда пауза бывает всего 20 минут, то бишь это пауза для того, чтобы перезарядить.
Спадар Сергей, скажыце яшчэ такі момант, які мяне вельмі цікавіць, бо, напрыклад, калі мы назіраем за тэрыторыямі акупаванымі раней, гэта Прыднястроўе, напрыклад, у Малдове, гэта, напрыклад, Асетія, Абхазія ў Грузіі, гэтая цяпер ЛДНР, так званая ва ўкраіне. На ўсіх гэтых тэрыторыях рускі мір прынёс развал абсалютны. Людзі гэта бачуць, людзі могуць параўноўваць. Таксама тыя, хто жыве ў Данецку, ў Луганску, яны могуць бачыць, як жывуць людзі па іншым баку. Ці ёсць нейкае разуменне, ці там татальнае атуманенне прапагандай? Да, однозначно. Однозначно, потому что, смотрите, приведу пример. За мою каденцию был не один случай, когда ловили диверсионно-разведывательную группу, которая состояла из достаточно молодых ребят, 21-22 года. Отнимите 8 лет от 22, и получится 14. То бишь это молодые люди, которые в 14 лет начали получать вот эту вот круглосуточную российскую пропаганду. И им просто промыли мозги полностью. Я не исключаю вариант, учитывая то, что сейчас в России отключают все возможные альтернативные получения информации. Это и Facebook, и все вот эти инстаграмы, и все социальные другие сети, YouTube отключают. Я не исключаю, что в ближайшем будущем информация будет поступать как в Северной Корее, что россияне высадили космонавта на Солнце, и что российская сборная по футболу обыграла Бразилию со счетом 24-0 и теперь чемпион мира. То есть это в порядке вещей путинской пропаганды. Найлепш у такой сітуацыі было б таксама абвесціць, што яны выйгралі вайну і забраць свае войскі з Украіны таксама. Хіба было б найлепшае развязанне ў гэтай справе. Да, Сергей, последний вопрос. 24-й день войны уже. Вы, как глава администрации, жители, которые остались на территории Луганской области, готовы к марафону? Или все-таки есть какие-то ощущения, что скоро победа, может состояться, может быть, по вашей стране? Конечно, мы ожидаем победу и хотим ее как можно быстрее. Но если понадобится марафон, то значит мы будем бежать этот марафон. Даже если это будет забег очень длинный. Потому что в чем очень сильно просчитался Путин? Я не знаю, для нас это радость, но те, кто готовили его армию, они на самом деле столько украли денег, что вместо учений они просто эти деньги клали себе в карман. Те, кто получал деньги на диверсионную работу в плане политики в Украине, они тоже украли очень много денег. И они реально заходили в Украину и думали, что будет сценарий, как в Крыму. А получилось совсем наоборот. В течение недели украинцы сплотились в единую нацию, в единый сильный кулак. Ничего не получится у России вообще. Мы в любом случае эту войну выиграем, сколько бы времени не понадобилось терпеть и воевать до нашей победы. День, неделю или несколько месяцев. Мы все равно будем воевать. Мы их будем уничтожать везде. І ўсё будзе Украінай. Дзякую вам за гэтую размову. Сергей Гайдай, глава Луганскай вайсковай абласной адміністрацыі спадарства, быў з намі на відэасувязі. І на такой аптымістычнай ноце у гэтым ва ўсім кошмары войсковым ставим кропку. Да, в общем, история про то, как российская коррупция дала Украине больше времени, чтобы каким-то образом все-таки еще больше подготовиться к войне, хотя война продолжалась 8 лет, и, конечно, эти 8 лет сплотили украинский народ и сплотили украинских военных, и весь мир, конечно, сейчас в восторге смотрит на единение Украины. Конечно, эта история прежде всего про эту солидарность. Гучаць галасы самых розных куткоў свету. Владимир Путин, ты вайсковы злачынца. Менавіта з такімі словамі да гэтак званага ўжо, напэўна, расійскага прэзідэнта звярнуўся амерыканскі кангрэсмен Марк Грын, ветэран вайны ў Іраку і таксама Афганістане. Грын, а таксама 6 іншых амерыканскіх кангрэсменаў прыбылі ў Польшчу ў складзе парламенцкай дэлегацыі. Яны наведалі прыпамежныя пераходы з Украінай і былі вельмі здзіўленыя
тым, што ў Польшы няма лагераў для уцекачоў. Палякі змаглі арганізаваць дах над галавой для амаль 2 мільёнаў уцекачоў ад вайны. 2 мільёнаў украінцаў, бо прынялі их под свои дахи. Я хочу сказать несколько слов Владимиру Путину, если ты это услышишь. Ты объединил НАТО, ты объединил Евросоюз, ты объединил Конгресс США. Мы выступаем против твоей тирании, ты военный преступник. Выведи свои войска из Украины. Это незаконное вторжение, и ты должен знать, что западный мир выступает единогласно против твоих действий. И еще хочу сказать несколько слов американскому народу и конкретно моему округу. Дважды в прошлом веке Соединенные Штаты слишком долго медлили с ответом гегемонам, ожидающим войну в Европе. И это стоило нашей стране сотен тысяч жизней. То, что мы здесь делаем, правильно. Поддерживать наших союзников по НАТО и поддерживать свободолюбивый народ Украины. Ну вот, кстати, возвращаясь к теме Польши, Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, поблагодарил премьер-министра Польши Матеуша Моровецкого за призыв к Евросоюзу создать план Маршалла для восстановления Украины. И вот Подоляк сказал, что это моральная ответственность тех, кто не хочет стоять рядом, когда ракеты Российской Федерации бьют по нашим городам. Разрушение гражданской инфраструктуры – это война России против Украины. Ну а Матеуш Моровецкий, по его словам, безупречен в своей инициативе помочь Украине восстановиться. Бо тут вельмі добра разумеюць у Варшаве, а таксама у краінах Балты, што наступныя, калі не спыніць Владзіміра Пуціна, будуць менавіта гэтыя краіны. Хаця ў заходняй Еўропе яшчэ не зусім, хіба ёсць ва ўсіх такое разуменне. Войскі Расійскай Федэрацыі абстрэльваюць густа населеныя раёны Чарнігава, паведамілі ў генеральным штабе Збройных сілаў Украіны. Горад часткова блакуюць. Сёння ў Чарнігаве разбурылі лыжную базу, якую выкарыстоўвалі для лыжных і біатлонных спаборніцтваў. Продолжаются атаки российских войск также на Харьков. Об этом сообщил председатель Харьковской областной городской администрации Олег Синегубов. Так осуществили обстрел Харьковского тракторного завода. Там погиб мужчина и ребенок 9 лет. Расійскія вайскоўцы ўпершыню ўжылі ва ўкраіне балістычныя ракеты «Кінжал». Ужыванне гіпергукавых ракетаў CNN пацвердзілі афіцыйныя асобы Злучаных Штатаў. Імавернаю мэтаю Расіі і ЗША называюць выпрабаванне зброі ды месседж Захаду пра магчымасці Расіі. Железнодорожное сообщение между Беларусью и Украиной отсутствует. Об этом сообщил руководитель украинской железной дороги Александр Камышин. Информацию также подтверждают источники информагентства «Белопан». По словам Камышина, железная дорога находится в состоянии непригодном для использования. Он добавил, что считает приостановленную работу железной дороги заслугой добросовестных железнодорожников Беларуси. Пры гэтым ён адмовіўся удакладняць і казаць пра дэталі, якім чынам гэта здарылася. Ну і літаральна перад выданнем з'явілася таксама інфармацыя пра тое, што знішчаныя шляхі і на кірунку з Расіяй, па гэтаму тут таксама будзе ускладнены давоз боепрыпасаў і з таго кірунку, а ў Баранавічах адбываюцца масавыя ператрусы і затрыманні, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Людзей вязуць на допыты, канфіскуюць тэхніку тым, хто раней быў затрыманы ці асуджаны ў палітычных справах, прапануюць здаць біяматэрыял. У выпадку адмовы, кажуць, ісці ў пастарунак і пісаць заяву на адмову, а ўжо ў пастарунках пагражаюць зрабіць фігурантамі крымінальных справаў або пасадзіць на сотні за супраціў. Давайте вернемся в Украину. С нами на связи уже находится наш коллега Денис Дудинский, который сейчас будет с нами на связи из Львова. Денис, добрый вечер. Расскажи, пожалуйста, что сейчас происходит во Львове, какая там обстановка?
Ну, сегодня во Львове суббота, прекрасное время, прекрасный солнечный день. Люди отдыхали, люди выходили на улицы, на площади, общались. Много музыки звучит, много уличных музыкантов, но при этом, разумеется, жители Львова не забывают, что где-то относительно недалеко идет война. И беженцы из восточных регионов Украины все еще продолжают прибывать сюда, во Львов. Все-таки Львов является основным транспортным узлом при пересечении границы из Украины в Польшу. Также много беженцев остается здесь, во Львовской области. Для них есть специальные центры, из которых их развозят далее в поселки, деревни, населенные пункты, где есть еще места. И там они могут получить как минимум крышу над головой, спальное место и горячее питание. Также надо сказать, что воздушные тревоги продолжаются. Сегодня в течение дня 2 раза звучало оповещение о воздушной тревоге. Хотя никто так и не смог сказать, был ли это авианалет, либо же откуда-то летели ракеты и куда эти ракеты летели дальше. 2 сирены прозвучало, но, как мы смогли заметить, жители Львова уже никак не реагируют на вот эти вот регулярные, постоянные, ежедневные сигналы воздушной тревоги. Они продолжают заниматься своими делами повседневными и, собственно говоря, таким образом, может быть, даже где-то выражают свой протест и свое несогласие с тем, что где-то на востоке российские войска оккупируют их дома, их родных, близких, знакомых, друзей. Денис, на сённяшні дзень, як вядома, Львоў зрабіўся такім самым вялікім пунктам, праз які уцекачы едуць альбо на захад, альбо спыняюцца ў гэтым горадзе. Мэр Львова, гаспадар Андрэй Садавы, гаворыць пра тое, што ў дзень на нават самое харчаванне гэтых людзей ідзе $1 мільён. Як выглядае гэтая сітуацыя? Бо сапраўды горад таксама мае свае пэўныя межы і магчымасці. Ну, скажем так, при этом, когда мэр Садовой упоминает сумму, которую ежедневно город тратит на беженцев, при этом он всегда обычно добавляет на пресс-конференциях, что но деньги же никто не считает, разумеется, потому что это наши граждане, мы их любим, и мы готовы их принять столько, сколько и надо. Город, надо сказать, переполнен, все отели, хостелы, общежития забиты под завязку, люди в частном порядке принимают беженцев, разумеется, совершенно бесплатно предоставляют им койко-место, питание. Также можно увидеть, что работают волонтеры. Привокзальная площадь превратилась в один большой палаточный лагерь, в котором работают всевозможные миссии, добровольные общества, зарубежные общества. Они предлагают горячую пищу, информацию, медицинское обслуживание, палатки с подогревом и отвечают на все возможные вопросы беженцев, направляют их в ту или иную сторону, буквально просто передают из рук в руки и далее по цепочке. Главная их цель, как они объясняли, чтобы люди, чьи дома, чьи семьи пострадали там, на востоке Украины, здесь могли расслабиться и почувствовать себя действительно как дома. До 8 поездов до сих пор уходит в сторону Польши. Они останавливаются перед границей, там проходят контроль, ну и уже следуют дальше в Восточную и Западную Европу. Это тысячи и тысячи людей, но есть еще один характерный момент. Многие люди, не могу сказать, что очень много, но они все-таки есть, это прежде всего мужчины, они приезжают из Харькова семьями, далее сажают на поезд, который идет в сторону Варшавы, сажают своих детей, жен, а сами ближайшим поездом возвращаются обратно в Харьков для того, чтобы вступить в тероборону, ну и оказывать уже непосредственное сопротивление. А есть ли те люди, которые возвращаются из Польши во Львов, может быть, чтобы быть ближе к своим близким, ну или мужчины, которые жили за границей и решили вернуться в Украину, чтобы защищать свою родину? Мы таких не встречали, но мы знаем, что они точно есть. И более того,
огромное количество украинцев, которые уже давно живут за рубежом, в Европе, даже в Америке, в Австралии, я знаю, они в первые дни войны подали заявление о том, чтобы их приняли или в вооруженные силы, или в тероборону, ну, уже в зависимости там, от возраста, навыков и умений. И украинцы всего мира возвращаются в свой первый, главный и любимый дом, в Украину. Очень хотелось бы встретить, разумеется, таких людей, поговорить с ними, ну и рассказать вам, что они чувствуют и что ими движет помимо любви к своей родине. Денис, яшчэ апошняе, напэўна, пытанне мяне вельмі цікавіць, бо ведаю, што і ў цябе, і таксама у аператара пашпарты беларускія. І як тут з гэтым справа выглядае, як рэагуюць на нас беларусаў, ці удаецца нам пераадолець гэтую інфармацыйную блакаду, дагрукацца да украінцаў і даць ім зразумець, што мы гэта не Александр Лукашенко. Вы знаете, это тот самый момент, когда идеально подходит фраза «здесь все понимают». На самом деле мы ни разу не встречались с какой-то агрессией по отношению к белорусам. Ну, может быть, нам помогают наши бэджики, на которых написано «пресса», у нас на машине написано «пресса». Я даже вспоминаю моменты, когда мы передвигались по Украине в самом начале войны, ехали в сторону Молдовы. Были достаточно агрессивные выпады в нашу сторону, особенно когда видели белорусские номера. Пограничники, опять-таки, когда мы пересекали границу с Молдовой, не совсем лицеприятно реагировали и на наши паспорта, и опять-таки на номера на машине. Но сейчас такого, я могу сказать, нет. Точно. Наверное, это благодаря и тем добровольцам из Беларуси, которые приезжают, чтобы вместе с украинцами защищать города и поселки. Наверное, благодаря информационным каналам, благодаря рекламным бигбордам, которые совсем недавно появились в Украине, где рядышком бело-червоно-белый флаг и украинский флаг. Их много сейчас. Ну и украинцы уже сами в информационном пространстве сами пишут, что даже где-то извиняющимися интонациями, мол, белорусы, если что, извините, мы в пылу вот этих военных действий, может быть, где-то вас немножко оскорбили, где-то, наверное, наехали не по праву, но сейчас мы все понимаем. Действительно, украинцы уже конкретно нас, белорусов, дистанцируют от Лукашенко, от власти, от правительства. І гэта самае галоўнае. Дзякуем за гэтыя падрабязнасці. Дзяніс Дудзінскі са Львову. Ну а за камерай Алесь Баразенка, нашыя калегі, якія цяпер працуюць ва ўкраіне. Дзяніс прывёз сваю жонку ў бяспеку за мяжу і вярнуўся ва ўкраіну, бо ён да гэтага жыў у Киеве, бо вымушаны быў з'ехаць з Беларусі. Гэта такая двайная міграцыя, але, як напісаў у сваім пасце у сеціве, ён вяртаецца ў Кіеў, бо гэтаму гораду ён абяцаў вярнуцца. Да, действительно, около четверти населения Украины, о чем говорил Денис, вынужденно покинули свои дома. Такие цифры приводит Associated Press со ссылкой на данные Миграционного управления ООН. И если на поезда из Украины очередь состоит в основном из женщин и детей, то мужчины, наоборот, возвращаются в свои города защищать страну. Вони привезли сім'ї, і хто їде в тероборону, хто в армію, хто... Захищать. Да, тепер захищать, да. Пойду защищать город, в тероборону, если возьмут, конечно. Жену с ребенком отправил в Польшу, еду домой. Не могла оставить, поэтому посадила дочку с мамой. И осталась с мужем.
Ну, в принципі, для такого часу я вважаю, що Для такого времени я считаю, что нам очень повезло. Волонтеры просто молодцы. Огромная им благодарность. Час спадарства зазірнуць на мапу Украіны, як яна выглядае. Тут мы пазначылі чырвонымі колерамі тыя тэрыторыі, дзе ідуць баі. Вядома, што акупаваны Крым больш цёмны. Ну і таксама гарады з такімі знакамі выбухаў. Гэта ж, канешне, месцы, дзе былі адзначаныя нейкая актыўнасць абстрэлаў у гэтай сітуацыі. На 18-ю гадзіну Генштаб Украіны падаў інфармацыю пра тое, што нібыта на фронце без нейкіх значных зменаў. Тут усё у Крыме, як адзначаецца менавіта там вось унізе гэты акупаваны Крым можна бачыць спадарства. Гаворка ідзе пра тое, што асобныя падраздзяленні марской пяхоты страцілі паводле Генштабу украінскага нават да 90% асабовага складу, а рэзерваў брак. Ну што ж, для украінскіх вайскоўцаў гэта добрая інфармацыя. Украінскі генштаб і таксама разведслужбы краінаў НАТО адзначаюць, што рух і інтэнсіўнасць атакаў расійскіх войскаў на шэрагу накірункаў заўважна знізілася. Паводле дадзеных Генштаба ВСУ, расійскія войскі не могуць аднавіць наступу на Кіеў. І з гэтай прычыны з Арменіі перакідваюцца новыя вайскоўцы з расійскай базы ў Гюмры. Амерыканскі інстытут даследавання вайны у такім штодзённай справаздачы піша пра тое, што украінскія сілы да паўночнага захаду ад Кіеву нанеслі вялікія страты расійскім вайскоўцам. Хаця тут, канешне, калі глядзець на гэтыя баі і мапу, мы гаворым пра нейкі аптымізм, але варта быць асцярожнымі вельмі таксама, бо гэта, паводле вайсковых экспертаў, можа азначаць, што накопліваюцца пэўныя рэзервы і трэба чакаць, калі не сёння-заўтра, то праз некалькі дзён чарговай актыўнасці і чарговай хвалі наступу. Таксама і, на жаль, з беларускай тэрыторыі. У Марыуполі, гэта вось тут Данецкая вобласць, спадарства, ідуць зацятыя баі. Украінскія ўлады паведамляюць, што вельмі моцна пашкоджаны адзін з буйнейшых заводаў не толькі Украіны, але і Еўропы. Гэта Азовсталь. З аднаго боку, гэта зручнае месца для таго, каб адбіваць атакі, але з іншага боку, гэта яшчэ адно вельмі значнае разбурэнне інфраструктуры, на што ставяць акупанты. Каля гораду Папасная Луганскай вобласці украінскія вайскоўцы збілі з пераноснага зенітнага ракетнага комплексу ракету «Кропка-У». Пра гэта паведамляе прэс-служба сухапутных войскаў ВСУ. Па накірунку на Сумы падраздзяленні расійскіх войскаў актыўных наступаў не вядуць. Яны тут згрупаваліся і гэтыя свае высілкі накіроўваюць на блакаванне гораду Сумы. Гэта вось тут крышку вышэй Харкова. Паводле інфармацыі украінскіх вайскоўцаў, у раёне Харкова расійскія падраздзяленні згрупіравались на блакаванні гэтага гораду таксама. Расійскае міністэрства абароны упершыню паведаміла аб прымяненні гіпергукавой зброі. Ракетны комплекс «Кінжал», паводле словаў
прадстаўніка міністэрства абароны Расіі Ігора Канашанкава. З дапамогай гэтага комплексу знішчылі нібыта падземны склад з ракетамі і авіяцыйнымі боепрыпасамі у пасёлку Дзяляцін Іванова-Франківскай вобласці. Ну, але вядома, што заўсёды тут такія афіцыйныя паведамленні, пра якія кажуць у міністэрстве абароны, яны не заслугоўваюць на давер, бо заўсёды у расійскім міністэрстве абароны гавораць пра тое, што яны нібыта знішчаюць нейкіх там баевікоў ці нейкіх там нацыяналістаў, а пры гэтым бамбардуюць мірныя дамы ў Марыупалі, больніцы, скідваюць бомбы на мірных жыхароў. Гэта адбываецца, зрэшты, і ў іншых рэгіёнах Украіны. Да, кстати, в сводках украинского генштаба вот буквально только что появилась информация о том, что российская разведка пришла к выводу, что в связи с сильными сопротивлениями среди украинцев установить пророссийскую власть на временно подконтрольных территориях совершенно невозможно. Но мы перенесемся в Россию. Там родился новый вид состязаний – бои за сахар. В поисках дефицитного товара покупатели устраивают поединки без правил в супермаркетах, а продавцы боятся выходить с тележками в зал. При этом Минсельхоз уверяет, что поставки сахара идут штатно, а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уговаривает не запасаться сахаром и говорит, не надо столько сахара, в таком количестве сахар никто не употребляет. Светлана Петровна, с Богом! Все, закрывай, снимай, ты прям на видео. Смотри. Женщина, 5 ограничений. Вам не пробьют на кассе. Вам не пробьют. Можете не хватать. Сейчас я там заметил. Вы куда заходите-то? Куда вы? Куда вы? Выходите, куда вы идете? Выходите. 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 Выйдите из склада. Женщина, вам 5 больше. Ребята, разорвете. Ну вы рвете уже сахар-то. Сейчас просыпаете. Зачем вы чужую тележку лезете? Да выйдите вы из склада. Тележка женщины, зачем вы ее забираете? Да куда мне идти, они у меня все возьмут. Это тележка женщины. Это вообще все, сегодня больше нет сахара. Кажуць спадарства, што бясконца можна глядзець на полымя, на ваду, а цяпер яшчэ і на тое, як у Расіі кідаюцца на гэты сахар. Таксама можно глядеть бесконца. Не только на сахар. Мне кажется, что жители России сейчас скупают такие базовые продукты, в том числе продукты гигиены. И, в общем-то, в социальных сетях множество фотографий с пустыми полками. Кажется, граждане России не совсем верят заверениям российских властей о том, что страна была готова к введенным санкциям и к уходу бизнеса, прежде всего. Краіна да шмат чаго нібыта гатовая, кажуць чыноўнікі. Яны таксама казалі пра тое, што і з доларамі ўсё будзе ў парадку, а цяпер людзі не могуць іх набыць. З намі ўжо цяпер на сувязі дарацца Святланы Ціхановскай па эканоміцы Алесь Ляхновіч. Вітаем, Алесь. Вітаю. А ў Беларусі таксама варта чакаць такіх бітваў за цукар? У Беларусі пакуль што дэфіцыту тавараў, масавага дэфіцыту тавару не назіраецца. У асобныя тавары, у асобных крамах так здараюцца выпадкі, што попыт на іх перавышае прапанову, і яны знікаюць з паліц кароткачасова, так? Але гэта пакуль што яшчэ не набыло такой масавай з'явы. Тое, што ўжо бачна масава, гэта павышэнне коштаў на розныя, амаль што на ўсе тавары, у першую чаргу на тыя, якія маюць в сабе нейкую імпартную кампаненту, альбо самі з'яўляюцца імпартнымі таварамі, напрыклад, імпартныя запчасткі да аўтамабіляў. Так, кошты на іх выраслі часам нават у дзесяткі процентаў. Частка з гэтых тавараў яшчэ ёсць на складах, але новыя ўжо немагчыма атрымаць з-за мяжы праз байкот замежнымі кампаніямі беларускага рынку. Так што рост цэн больш відавочны, чым дэфіцыт тавараў у Беларусі.
Олесь, сегодня издание «Наша Нива» опубликовало проект директивы Александра Лукашенко по поддержке белорусской экономики. Радикальные меры, которые, кажется, должны немного смягчить влияние ситуации, которая сейчас сложилась в стране. Как вы оцениваете этот проект и каковы, по вашему мнению, шансы, что этот проект будет принят, будет подписан главой Беларуси? Насамрэч не вельмі хочацца каментаваць гэты дэкрэт, таму што грош цана заявам нелегітымнай улады і Лукашэнкі і ягонаму ўраду. У іх было 27 гадоў, каб правесці радыкальныя эканамічныя рэформы ў краіне. Яны гэтага не зрабілі. Беларусь з'яўляецца аўтсайдерам сярод еўрапейскіх краінаў па рэфармаванні эканомікі. Беларусь таксама з'яўляецца самай беднай, ужо цяпер з'яўляецца самай беднай краінай у Еўропе паводле сярэдніх заробкаў у краіне. Да пачатку вайны розніца паміж афіцыйнымі заробкамі, сярэднімі заробкамі у Беларусі і ва Ўкраіне складала ўсяго толькі $20 альбо 3% ад беларускіх заробкаў. То бок афіцыйна украінцы зараблялі толькі на 3% менш, чым беларусы, а калі ўлічыць тое, што украінцы ва Ўкраіне шэры сектар і заробкі ў капертах, гэтая з'ява значна больш пашыраная, чым у Беларусі, то можна канстатаваць, што да вайны Украіна ўжо апярэдзіла эканамічна дабрабыт у Беларусі. Таму Беларусь абагнала Украіна і хутчэй за ўсё магла абагнаць таксама і Малдова. Так што пры гэтай уладзе спадзявацца, што яны 27 гадоў не праводзілі радыкальных эканамічных рэформаў і раптам пачнуць гэта рабіць пасля ўсіх заяваў, што ў краіне не да законаў, пасля пасадак прадстаўнікоў замежных кампаній, пасля заяваў вось на днях міністра фінансаў Сільвестра, што могуць быць уведзеныя забарона на вывад замежнага капіталу з Беларусі, пасля спекуляцый наконт таго, што могуць быць абмежаваныя выплаты дэпазітаў з Беларусі, альбо магчыма іх канвертацыя з валюты ў беларускі рублі. Так што давяраць, што гэты дэкрэт будзе прыняты, а калі нават будзе прыняты, улады будуць яго прытрымлівацца, не варта. І апошні прыклад, як гэта было ў гісторыі, гэта дырэктыва ці дэкрэт нумар 8 Лукашэнкі аб цифровой эканоміцы. Ён быў прыняты пад канец 17 году, і ў ім ішла гаворка пра тое, што сектар IT, ПВТ захавае свой спецыяльны такі прававы статус да 2049 году. То бок прадоўжаны гэты статус будзе яшчэ на 30 гадоў. І што, прайшло ўсяго толькі 3 гады, і з 1 студзеня 2021 году падаткі для спецыялістаў IT яны павысіліся, там падаходны падатак з 9 до 3%. Так што давяраць гэтай уладзе не варта. Вось гляжу я на гэты праект, гэтай дырэктывы, тут вялікая лібералізацыя. Не садзіць за эканамічныя злачынствы ў турму, замарозіць выплаты крэдытаў фізічных асобаў на год, продаж дзяржаўнай маёмасці без аўкцыёну, напрыклад, залічваць грошы без тлумачэння паходжання гэтых сродкаў, у тым ліку і валюты. Адкуль такая гульня ў лібералізацыю ўвогуле з'явілася? Што Александр Лукашенко прадчувае, ці ягоныя чыноўнікі, што Крэмль ужо не ў стане больш дапамагаць? Не можна цалкам назваць, што гэта все, што вы пералічылі, все гэтыя механізмы, што гэта лібералізацыя. Напрыклад, увядзенне крэдытных канікулаў гэта хутчэй стабілізацыя ситуации в экономице. Тое, што плануюць дазволіць залічваць грошы на банкаўскія рахункі без пытання пра крыніцу паходжання, таксама пытанне, ці гэта лібералізацыя, ці гэта дазвол на, напрыклад, адмыванне грошай, у тым ліку расійскіх грошай праз беларускія банкі. Тое, што можна прадаваць беларускую дзяржаўную маёмасць не праз аўкцыёны, а без аўкцыёнаў, гэта пытанне, ці гэта не спарадзіць карупцыю ў Беларусі. Я дрэнна ацэньваю такі механізм. Ён не адкрыты, так? Досвед іншых краінаў паказвае, што самы лепшы спосаб прыватызацыі гэта тады, калі яна праводзіцца адкрыта, на зразумелых умовах, празрыста, а не тады, калі гэта залежыць ад рашэння канкрэтных чыноўнікаў і ад іх залежыць, хто будзе пакупніком, каму прадаць, па якой цане
калі прадаваць, так. Алесь. Дэкрыміналізацыя эканамічных злачынстваў, ну вось гэта сапраўды, гэта лібералізацыя, але таксама, ну вы ж разумееце, колькі ўжо было такіх перыядаў, калі Лукашенко спачатку пасадзіць дырэктароў дзяржаўных прадпрыемстваў альбо прыватных прадпрыемстваў, потым выпусціць, ну а потым ізноў бярэ гэтых закладнікаў. А потым зноў на іншыя пасады перасоўвае. Алесь, яшчэ іншы момант. Спачатку ў Маскве, а потым і Александр Лукашенко загаварыў пра іншы вектар у гаспадарцы. Гэта азіяцкі вектар, гэта кітайскі вектар. Гаварыў пра тое, што долара хутка не будзе, то будзе юань, але Кітай хіба пра гэта не надта ведае, пра што кажа Александр Лукашенко, асабліва пасля учорашняй размовы з прэзідэнтам Байденам. Як вы гэта бачыце? Ці спрацуе тут кітайская дапамога? Ведаеце, дзеючы рэжым абяцаў дыверсіфікацыю беларускага экспарта, палітыку траціны экспарту на Расію, траціны экспарту на краіны Захаду і траціну на іншыя краіны абяцаў уже даўно. І гэта не атрымалася. І ў апошнія гады, асабліва пасля 20-га, гэтая дыспрапорцыя гандлю ў бок Расійскай Федэрацыі, яна толькі павялічвалася. І зараз магчымасці дыверсіфікаваць і пастаўляць у далёкі Кітай тое, што раней мы пастаўлялі ва Ўкраіну, тое, што раней мы пастаўлялі ў іншыя краіны-суседзі, там Польшча, Літва, Латвія, і ў Расію, якая зараз будзе ў рэцэсію, і не будзе ўжо сродкаў, каб набываць столькі беларускай вытворчасці. Гэта не атрымаецца. І доля Китаю ў беларускім гандлі, яна далёка за доляй Расіі, далёка за доляй Еўрапейскага звязу, Украіны і многіх іншых краін. Кітай, здаецца, там у канцы першай дзесяткі. Таксама і доля расійская ў эканоміцы Кітая таксама незначная. Дзякую за гэтую размову. Алеся Ляхновіч, дарадца Святланы Ціхановскай па эканоміцы, быў з намі спадарства на сувязі. Вось такія эканамічныя рэчы шукаюць грошы, дзе толькі іх знайсці, але ніхто даваць не хоча. Появляются тревожные новости из России, но касаются они Украины. Заявление начальника Национального центра управления обороны Российской Федерации Михаила Мизинцева. Он заявил, что так называемые националисты готовят химатаки в ряде областей Украины на случай входа войск Российской Федерации. Всегда, как показывает уже опыт и последние события, эти заявления можно понимать наоборот, поэтому очень тревожно за то, что будет происходить в Украине. Не планирует ли сама российская армия какие-то такого рода действия предпринимать? Менавіта пра магчымую такую атаку з боку расійскіх акупантаў папярэджваюць міжнародныя структуры, самыя разнастайныя. Калі пра гэта ўжо загаварылі вось у такім тоне абвінавачвання, такім тоне люстэрка на ўзроўні Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі, гэта, на жаль, павінна напружваць. Да, мы помним, что именно так было с Мариуполем и с обстрелами роддома. В этом городе заявлялось, что именно там находится огневой пункт Азова, который защищает Мариуполь, а потом состоялся обстрел. Разбомбілі там просто цяжарных жанчынаў, таксама нованароджаных дзяцей, і абсолютно гэта жахліва выглядала. Будем наблюдать за ситуацией. Надеемся, что все-таки Россия не предпримет таких трагических шагов. Ну а сейчас с нами на связи наш коллега Александр Микрюков, корреспондент Белсата в Киеве. Давайте узнаем, что происходит в украинской столице. Александр, добрый вечер. Витаем. Добрый вечер, коллеги. У нас сегодня достаточно, к счастью, спокойный день, как я уже сегодня говорил. Утро началось, к счастью, в этот раз не с обстрелов, а с сообщения о том, что в Киеве есть некоторые проблемы с качеством воздуха из-за того, что на окраине города были пожары, и в том числе из-за бомбежек. Однако уже по состоянию на 13:00 состояние воздуха было в нормальном, то есть не превышали норму показателей именно по пыли и грязи, находящейся в нем, поэтому на данный момент такой проблемы уже нет. Тем не менее, сегодня
пришла статистика касательно того, сколько людей по состоянию на 19 марта погибло в Киеве. На данный момент это количество 228 человек, из них 4 дети. Это с начала войны, с 24 февраля. При этом было порядка 36 жилых зданий разрушено 4 детских сада, 5 школ и несколько жилых домов именно в частном секторе. Поэтому вот такая статистика, к сожалению, очень печальная, есть на сегодняшний день, именно по Киеву. Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович вот буквально сегодня вечером заявил, что взять Киев технически невозможно, сказал, что погибают в районе пригородов Киева самые элитные российские части, которые не могут подойти к украинской столице. Расслабились ли те киевляне, которые по-прежнему остаются в городе? Каковы вообще настроения тех, кто не уехал, не эвакуировался из Киева? Насколько я понимаю, именно касательно настроения, оно здесь достаточно у многих людей боевое, поскольку мы часто очень общаемся именно с мирными жителями города, которые остались здесь, в том числе достаточно такие ободряющие вещи мы неожиданно слышали в тех домах, возле тех домов, которые были атакованы российскими оккупантами, и в том числе даже там люди говорили, что все отстроим, что главное, что живы, и что испытывают неистовую злобу, в том числе там буквально в первый раз в своей жизни. Поэтому настроение именно у киевлян, я бы сказал, какое-то просто невероятно одухотворяющее, которое заставляет в том числе нас оставаться здесь и работать дальше. Тем не менее, касательно именно того, что сейчас есть попытки по-прежнему российской армии прорваться в сторону Киева, они действительно терпят поражение, об этом сегодня сообщали в том числе в Генштабе Вооруженных сил Украины и, как вы сказали, Алексей Арестович. Дзякуем, Александр, за гэтыя падрабязнасці. Александр Мікрукоў, наш корэспандэнт, які працуе у Киеве і назірае за тым, што там адбываецца. Так выглядае гэтая сітуацыя. Я тут спадарства яшчэ чытаю таксама такія размовы з людзьмі, якія уцякаюць ад вайны. І вось жанчына, ёй 87 гадоў, яна з гораду Ізюм, які таксама аказаўся пад бамбёжкамі. Яна цяпер едзе ў Харватыю, бо у Польшчы, вядома, вельмі шмат людзей, па гэтаму ідзе размова пра тое, што варта таксама уцекачоў развозіць у іншыя краіны. І у яе запыталі, што «А вы былі калі-колевічы ў Харватыі?» Она кажа: «Дзетка моя, не была далей Харкова нідзе. Буду ў Харватыі жыць. А што рабіць?» Да, действительно, особенно пожилые люди, которые помнят Вторую мировую войну, сейчас в очередной раз уже в пожилом возрасте столкнулись с очередной войной, которую в их дом принесла Россия. Так, толькі вось фашыстамі у дадзенай сітуацыі сталі зусім іншыя вайскоўцы з іншага боку. Но Россия тем временем уже потеряла 5 генералов в войне с Украиной. Такую информацию предоставляет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Москва официально признала пока только одну смерть. Наш коллега Витовт Сивчик разбирался, почему российские оккупанты лишились стольких генеральских чинов и что это значит. Ровно столько же, как за 10 лет войны в Афганистане. Согласно Генштабу Вооруженных сил Украины, за 3 недели войны Россия потеряла 5 военных генералов. Среди них генерал-майоры Андрей Суховецкий, Виталий Герасимов, Андрей Колесников, Олег Митяев, а также генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Даже во Вторую мировую войну такого количества генералов не истреблялось в такой короткий период времени. Поэтому, в общем-то, ситуация складывается так, что что-то пошло не так в российской армии, или они так и не научились воевать, потому и из предполагаемого количества генералов, допустим, пусть будет порядка 20-30 человек, они потеряли уже часть, то есть достаточно большое количество на сегодняшний момент. С начала агрессии, по данным украинцев, было уничтожено 14,5 тысяч личного состава. Еще около 1000 человек попало в плен. Подбито 95 самолетов и 115 вертолетов врага. Уничтожено 466 танков и 1470 бронированных машин агрессора, 213 артиллерийских систем, 44 единицы ПВО, 72 реактивные системы, 60 цистерн с топливом, 3 катера, 17 беспилотников и 914 автомобилей. Наиболее боеготовые, наиболее
хорошо укомплектованные и наиболее качественно вооруженные более-менее современными видами вооружения и военной техники подразделения и части. Они уже в Украине, и в основной массе они уже потерпели военное поражение. Еще перед агрессией в СМИ звучала информация, что Россия подготовила для интервенции 150 тысяч военных. Это значит, что потери оккупантов в личном составе достигают 10%, обращает внимание полковник запаса украинской армии Сергей Грабский. По всем канонам военного искусства, если войска понесли потери в количестве более 25%, эти войска считаются небоеспособными. Тут идет разговор и о личном составе, и о боевой технике. То есть можно сказать, что в таком состоянии войска уже будут не способны проводить какую-то либо операцию. Если Россия не достигает своих целей, зачем она продолжает эту войну? И есть ли у России запасы для затягивания агрессии? Даже не можем четко сказать, каких именно целей сейчас они могут хотеть достичь. То есть понятно, что российское руководство может начать частичную мобилизацию, призывать каких-то гражданских. Ресурсы у них, в принципе, есть. Еще один вопрос – качество и мотивация новых российских военных, которых могут бросить на войну против Украины. Особенно учитывая уже нанесенные потери. Таких потерь российская армия за ее историю существования с конца 1991 года не знала. Такого колоссального количества техники, вооружения, авиационной техники они не теряли никогда. Поэтому для них это действительно кровавая война. Информация о потерях российских оккупантов должна стать уроком и для Лукашенковского Министерства обороны. Пока что с территории Беларуси без сопротивления вооруженных сил РБ все минувшие недели велся ракетный обстрел украинских городов, а с аэродромов Беларуси взлетали российские бомбардировщики и выезжала российская техника. Также есть информация о том, что белорусских солдат заставляют отмывать российские танки от частей человеческого тела. Витов Тивчик, Белсат. Да, мы возвращаемся в студию телеканала Белсат, и приходят тревожные новости из Харькова. Сейчас город находится под обстрелом российских войск, и с нами на связи наша коллега Юлия Бойко, корреспондент телеканала Лайф в Харькове. Юлия, какова сейчас обстановка в Харькове? Действительно ли город обстреливают в эти минуты? Да, действительно, была тревога воздушная недавно. В некоторых районах города начались пожары из-за обстрелов. Хочу сказать, что, к сожалению, сегодня во время обстрелов погиб 9-летний ребенок в одном из районов и также взрослый мужчина. Сейчас воздушную тревогу уже опять она у нас началась, но в данный момент у нас возле дома сейчас тихо, но сообщают об обстрелах в некоторых районах города. Юлія, а як виглядає ситуація увогуле гуманітарная з прадуктамі, з доступам да вады, да падставовых рэчаў, як цяпло, газ і гэтак далей? С продуктами, гуманитарной помощью в городе сейчас все хорошо. Волонтеры и местная власть работают над тем, чтобы обеспечить население всем необходимым. Наши коммунальщики также работают каждый день над тем, чтобы поддерживать жизнеспособность города, чтобы у людей был и свет, и газ, и отопление. К сожалению, в тех районах, которые очень сильно обстреливаются, сейчас есть некоторые перебои, есть перебои и с интернетом, как, собственно, у нас иногда бывают с этим большие проблемы. А так в магазинах есть необходимые продукты. Сейчас даже в некоторых районах, хочу сказать, что нет очередей, потому что люди могут спокойно купить то, что есть. Сейчас нет большой паники с этим. И хочу сказать, что город обеспечен всем необходимым на данный момент.
Юлия, такой вопрос. Сегодня появлялись новости о том, что украинский блогер Михаил Лермонтов, который держал под Харьковом приют для животных, заявил, что ему пришлось из-за обстрелов, из-за такой очень тяжелой ситуации просто выпустить большинство животных на улицу. Что происходит с другими вот такого рода учреждениями, приютами, которых в Харькове было, насколько я знаю, достаточно много, с домашними животными? В какой ситуации такие приюты находятся? Приюты действительно, люди помогают им, чем могут. Некоторых животных вывозят в более безопасные места. Хотелось бы сказать, что, к сожалению, некоторые люди, которые заводили кошек, собак и других животных, когда эвакуировались, просто их бросили. Есть очень много сообщений о том, что люди бросили животных просто в квартирах без еды и без воды. Мы, вот лично моя семья, сейчас, несколько дней назад, взяли одну из собак к себе на постоянное уже проживание. И приюты сейчас выживают как могут, но опять-таки повторюсь, что люди, волонтеры в том числе из других городов пытаются им помочь, чем могут. Я читала, кстати, в Инстаграме одной из жительниц Харькова, которая эвакуировалась в Польшу, что есть волонтеры, которым можно позвонить, и они пробивают просто дырку в стенах квартир, чтобы кошки могли, например, выйти, и чтобы можно было подкормить животных. Да, это действительно так. У нас люди оказались некоторые более человечные, чем казалось бы. Они спасают этих животных, они их к себе забирают, они их кормят и пытаются у нас спасти не только людей, но и животных. Юлія, і напрыканцы яшчэ такое пытанне. Вось як вы назіраеце ад пачатку гэтыя абстрэлы і цяпер, як яны выглядаюць? Ці гэта інтэнсіўнасць стабільная, ці інтэнсіўнасць спала на 24-й дзень войны? Хочу сказать, что у нас сейчас более спокойно, наверное, чем в первые дни, но я, наверное, это списала на то, что в первые дни мы к этому были не привыкшие, и для нас это было что-то новое, и мы пугались этого очень сильно. Сейчас я уже рассказывала вам, что мы начинаем привыкать к этим звукам, которые сейчас у нас по всему городу, и уже не так на них реагируем. Но по поводу интенсивности, сейчас она то спадает, то они более интенсивно начинают обстреливать районы. Ну, вот такие спальные районы, как, допустим, Северная Салтовка, она обстреливается у нас ежедневно. Невероятно, что человек ко всему абсолютно привыкает, в том числе к войне и к обстрелам в своем собственном городе. Спасибо, Юлия, берегите себя прежде всего. Юлия Бойко, корреспондент телеканала Live, была с нами на связи из Харькова. В этом городе разрушено более 600 многоэтажных домов, более 50 школ, 7 больниц. Так что действительно ситуация невероятная. Харьков напоминает Сталинград, наверное, немного после Второй мировой. Харьков, так само Мариуполь, это хіба такие найбольш разбураныя, зруйнаваныя, хаця, канешне, ёсць яшчэ і іншыя украінскія гарады, якім прэзідэнт Зеленскі надаў не так проста гэтае цяжкае званне горад-герой, ганаровае і вельмі трагичное одночасово в контексте того, что там отбывается. Ну и прежде всего погибают мирные жители, и каждый день в 9 часов утра в Украине проходит минута молчания в память о всех тех, кто погиб за эти 24 дня войны, которую ведет Россия против Украины. І таксама мы памятаем пра тое, хто дапамагае Владзіміру Пуціну весці гэтую вайну, дапамагае Александр Лукашенко. І сёння адбылася жывая тэлефонная лінія з міністрам абароны Беларусі Віктарам Хрэніным. Наша глядачка патэлефанавала, каб спытаць, чаму Беларусь стала сапраўдным палігонам для чужой арміі, а расійская вайсковая тэхніка ездзіць нават па Менску. У адкаже ёй параілі больш глядзець тэлевізар і не займаць увагу міністра надуманымі праблемамі, бо ён вырашае камунальныя ды іншыя справы. Ну што ж, тэлевізар хіба і раяць глядзець дзяржаўны, бо калі б раілі глядзець наш тэлеканал, то меркаванне было б іншае. Давайте паслухаем падрабязнасць. У меня родственники живут в одном маленьком городе, и они очень переживают за то, что вообще происходит. Ну что, двигается техника, проходит
мероприятия. Поэтому пусть не переживают, ничего страшного не будет. Да, но вы сами видите, что происходит, и они переживают, что скоро их территория будет военизирована. Территория чья? Там, где мои родственники проживают. Ну они где, на какой территории? Они находятся в Наравлянском районе. Ну у нас, я имею в виду, на территории Беларуси? Ну, конечно, на территории Беларуси. Ну, техника ходит, ну что же делать, проходят соответствующие мероприятия, учения и так далее. Учения, по-моему, должны были закончиться 20-го, если я не ошибаюсь. Ну, так выступал же, да, руководство страны же говорило. Да, все сказано было же, по телевизору же говорил. Скажите, но вообще что происходит? Потому что по столице нашей двигается техника какая-то военная. Вообще, как это вы можете... Сказал, но у нас на сайте Министерства обороны все есть информация, которую вы можете получить. Все. Другого мы ничего не можем сказать. Все же по телевизору говорят в новостях постоянно. Доводят до населения, что происходит, как что. Ну, подождите, вот сейчас это проходит прямая линия с министром обороны. И я хочу услышать от него, почему у нас вообще Беларусь находится в каком-то военном положении. Страна, которая всегда говорила, что мы мирная страна. Послушайте, пожалуйста, меня. В соответствии с статьей 34 Конституции вы действительно имеете право интересоваться о деятельности государственных органов и других мероприятиях в стране происходящих. Но формат прямой телефонной линии в соответствии с директивой 2 это решение проблемных вопросов граждан. Скажите, пожалуйста, у вас есть какая-то проблема, которую надо решить? Например, проблема, связанная, может быть, с организацией жилищно-коммунального хозяйства, там, работы, торговли, транспорта, качества медицинского обеспечения. Извините, а как вообще министр обороны решает качество торговли и коммунальные какие-то вопросы? Меня волнует то, что в Республике Беларусь очень много военных. Еще раз говорю, есть соответствующие мероприятия, посвященные разъяснению этой обстановки и вопросов. Этот формат прямой телефонной линии – это решение проблемных вопросов граждан. Еще раз задаю вопрос. У вас есть какие-то проблемы, требующие решения? Чтобы мы здесь с вами решили эти проблемы. Все, что касается разъяснения происходящих мероприятий, событий, это формат другой. Есть пресс-служба Министерства обороны, она дает достоверную информацию, разъясняет сведения и так далее. Мы здесь решаем проблемы. У вас есть проблемы? Да, моя проблема, Какая проблема? В том, что в Беларуси сейчас находятся войска, что с территории Беларуси сейчас бомбят соседние... Нет, это не формат. Это не формат телефонной линии. Еще раз вам говорю. Какую проблему вы можете решить? Вот скажите, пожалуйста. Ну, у вас есть проблема или она у вас надуманная какая-то? В смысле надуманная? Ваша личная проблема. Я еще раз говорю. А какой министр обороны, извините, кроме того, что меня волнует, в каком осадном положении находится Республика Беларусь, вот министр обороны может решить? Министр обороны что, цены в магазине уменьшит или продуктов больше завезет? У министра обороны есть соответствующая компетенция. И в пределах этой компетенции министр обороны действует. Это вопросы, связанные с военными пенсионерами, это вопросы, связанные с членами семей военнослужащих, жилищные вопросы и так далее. Вот эти вопросы министр обороны решает. И для этого эта телефонная линия не нужна. А тое, што акупавалі Беларусь расійскія вайскоўцы і тое, што забіваюць украінцаў ракетамі з беларускай тэрыторыі міністра абароны Хрэніна, гэта ўсё абсалютна не цікавіць. Праблемы, якія патрабуюць вырашэння. Ён пытае асабістыя праблемы і гэтак далей. Можа, міністр абароны, не ведаю, будзе рабіць вельмі важную справу, пераводзіць бабуляк на пераходзе праз дарогу ў той час, як танкі ездзяць па вуліцах, а моргі перапоўненыя ў Беларусі расійскімі вайскоўцамі і таксама назіраем тысячы параненых у беларускіх шпіталях. Гэта ўсё не справа, а не компетенция, як оказывается, министра обороны. Да, вместо ЖЭКа теперь, видимо, можно звонить в Министерство обороны. Давайте перейдем к другим новостям. Появляются все новые соцопросы из России, которые говорят о поддержке или не поддержке так называемой военной операции. Вот появилось новое социсследование, которое проводила независимая группа. И сейчас с нами на связи находится Алексей Миняйло, гражданский и политический активист из России, как раз автор этого социсследования. Алексей, добрый вечер. Рада тебя видеть. Скажи, пожалуйста, какие главные выводы этого социсследования вы сделали? Главные выводы очень простые. В военное время социологическим исследованиям верить нельзя. Цифры, которые вы видите в качестве результатов, это обман. Не в том смысле, что исследователи что-то из государственных структур, например, фальсифицируют какие-то данные, нет.
а в том смысле, что люди боятся говорить правду. В общем-то, это известно социологам и по исследованиям, проведенным даже в США и Великобритании, но это все очень сильно усугубляется в условиях войны. В России, как вы знаете, принят пакет законов о военной цензуре. Можно попасть в тюрьму за призыв к санкциям, за дискредитацию действий вооруженных сил Российской Федерации и за фейки о войне. При этом фейки о войне, понятное дело, да, если вы говорите, например, что российская армия там сделала то-то, что она на самом деле сделала, но что официальные, скажем так, органы не признают тем, что сделала российская армия, то это, естественно, фейк, и вы, естественно, за такое можете в тюрьму сесть. Так вот, мы провели 10-13 марта отдельный опрос, тема которого именно посвящена страхам. Мы провели 3 эксперимента о том, насколько россияне боятся отвечать. Но начнем не с экспериментов, а с того, что в первой волне исследования, которая проходила в конце февраля, начале марта, у нас согласились пройти опрос, в принципе, 33% людей, до которых мы дозвонились. Там выборка 1800 человек, итоговая, да, то есть 1807 человек – это те, кто прошли в итоге опрос полностью, от начала и до конца. Вот когда мы звонили, 33% в принципе согласились в начале разговора пройти опрос. Когда мы звонили после уже принятия законов о военной цензуре, 25% только согласились. То есть на четверть сократилось количество тех, кто в принципе готов проходить опрос на эту тему. И это происходит, конечно, из-за страха. Когда мы проводили звонки, многие прямо так и говорили. То есть такая типичная цитата – это «Слушайте, я бы вам ответил на этот вопрос, но по закону я не имею права на этот вопрос ответить честно, потому что если я отвечу честно, я попаду в тюрьму». Вот. Это довольно типичный ответ на вопрос, поддерживаете ли вы военную операцию. Значит, один эксперимент очень показательный. Мы спрашивали людей, считают ли они то, что происходит, военной операцией. 63% сказали, что да, они это считают военной операцией. Ну, то есть не считают это войной. Но когда мы посмотрели статистику поисковых запросов в Яндексе, мы увидели, что 99% людей, то есть без шуток больше 99% запросов – это война в Украине. И меньше 1% запросов – это военная операция в Украине. То есть люди говорят интервьюерам, что они считают происходящее военной операцией. На самом деле они, как действиями своими, да, поисковыми запросами, показывают, что они считают это войной. Дальше мы части выборки предложили вариант отказаться от ответа на вопрос о поддержке. Да, то есть части выборки мы не предлагали такого варианта, части предлагали. И оказалось очень интересно, почти 10% тех, кто говорил, что они поддерживают военную операцию, вот когда предложили возможность отказаться, да, они отказались. То есть часть людей выбирали вариант «я поддерживаю» как вариант социально приемлемый для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. И третий эксперимент заключается в том, что мы вопрос о поддержке, самое главное, идет в самом конце. Мы попробовали переместить его в начало. И оказалось, что когда этот вопрос просто перемещаешь в начало, опять-таки на 10% людей меньше говорят, что они поддерживают военную операцию. Почему это происходит? Наша версия заключается в том, что этот вопрос не находится, ну, знаете, вот в top of mind у людей, да, то есть они не думают о нем постоянно, и им нужно размышлять. Когда они отвечают спонтанно, они отвечают честно. Но по мере того, как идет интервью, как им задают вопросы, они вспоминают и пропаганду, и вот эти вот законы о военной цензуре, и тем самым сами попадают вот в эти вот рамки, которые задаются этим разговором. И еще раз, да, мы сюда добавляем, что в принципе в опросе соглашается участвовать только четверть людей, до которых мы дозвонились. То есть, конечно, никакой репрезентации реального времени, реального общественного мнения такие опросы в военное время не являются. И надо понимать, что автократии и диктатуры используют все средства для того, чтобы создать иллюзию поддержки. Потому что именно на вот этой иллюзии поддержки власть диктаторов и зиждется.
И все общественные системы, да, собственно, ради этого цензура происходит, когда людям не дают увидеть альтернативную точку зрения. Пропаганда постоянно лупит по мозгам. И принимаются репрессивные законы, чтобы возникала эта иллюзия поддержки, чтобы запуганные люди говорили: да, я поддерживаю все, что вы делаете, только не трогайте меня. Вот таким образом это работает. Мы, опять-таки, на научных данных это доказали. Можете сами познакомиться с результатами. Мы все выложили в открытый доступ на сайте dorussianswantwar.com. Там вы можете пройти по ссылке, посмотреть массив данных и самостоятельно все проанализировать. Алексей, действительно, мы сегодня смотрели вот то, что вы проделали, вашу работу, она впечатляет. В то же время это такой очень серьезный ответ на те данные, которые появились ранее, то есть и каких-то государственных социологов, и так называемых независимых социологов. Тогда что означают для вас все эти цифры? Там 71% россиян поддерживает военную эту операцию, так называемую, гордится началом этой операции. Что это такое? Вранье просто или еще что-то? Это социальный конструкт. Это вещь, которая к реальности имеет очень опосредованное отношение, и на самом деле эти цифры нам ничего не говорят. Мы из них, вот именно из цифры поддержки, мы ничего для себя не можем понять. Здесь я еще раз вернусь, я постоянно использую в интервью этот пример. Рейтинг Чаушеску за 2 дня до расстрела был 98% или 99%. Понимаете, вот мы научно доказываем, что эти цифры не значат ничего. Теперь, для чего проводить социологические опросы? Мы можем из этих социологических опросов получить некоторые косвенные данные. Ну, то есть, во-первых, мы в ходе этого соцопроса доказали, что цифрам поддержки верить нельзя. Но мы, кроме этого, выяснили, например, что люди, которые узнают о войне в Украине в первую очередь от родных, близких, коллег, товарищей, на 10 с большей вероятностью не заявляют о поддержке войны. То есть нужно разговаривать со своими говорит? родственниками, насколько я понимаю. Да, нужно разговаривать, причем очень важный нюанс. Нужно это делать регулярно. Потому что, есть достаточно большой массив исследований в сфере маркетинга о том, что люди больше доверяют знакомым, чем рекламе или знаменитостям. Но это действует при прочих равных. То есть если вы один раз поговорили с другом или с мамой или с бабушкой, а потом он 100 раз посмотрел телек вас победит. Но если вы регулярно разговариваете, то уже у телека перед вами не будет никаких шансов. И в этом для нас, конечно, надежда, да, в том, что мы будем проповедовать, мы будем просвещать, мы будем рассказывать, и таким образом мы общественное мнение будем менять в сторону, которая необходима для того, чтобы это безумие остановить. А вы планируете еще какой-то этап исследования? Если да, то что хотите исследовать? Непременно. У нас одна из лучших в России команд исследователей. Мы, кроме того, что этим гордимся, мы все, что можно, из этого извлечем. Все знания, которые возможны для того, чтобы, опять-таки, мы могли эту войну прекратить, все данные, которые помогут другим людям, которые борются против войны, мы все данные получим, конечно. Спасибо, Алексей. Алексей Миняйло, российский гражданский политический активист, политик, был с нами на связи из России, но мы переходим к другим новостям. Спадарства, паводле Радыё Свабоды са спасылкай на СБУ з'явілася інфармацыя, што кадыраўцы, якія прыехалі ваяваць ва ўкраіну, страцілі сотні сваіх баевікоў і вярнуліся ў Грозны 13 сакавіка. Вось такая вайна для іх. А ўсё так пачыналася пафасна. В то же время очередные тревожные новости от Минобороны России. Они утверждают, что во Львове готовятся теракты против иностранных дипломатов. Я напомню, что практически все сохранившие свое представительство страны перевезли дипломатов как раз во Львов. Поэтому стоит быть, конечно, внимательнее к этим заявлениям из России. Кіраўнік памежнай службы Украіны Сергей Дайнека перадаў праз амбасадара Беларусі ва ўкраіне Ігора Сокала 30 сярэбранікаў для старшыні дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі Анатоля Лапо. Гэта адсылка да біблейскага сюжэту. Менавіта такую плату атрымаў Іуда за здраду Ісусу Христу. Як вядома, тэрыторыя нашай краіны стала адным са шляхоў прарыву
расійскіх войскаў ва ўкраіну, чаму нават не спрабавалі перашкодзіць памежнікі з боку Беларусі. Значить, наш голова Державної прикордонної служби України, генерал-майор Дейнека Сергій Васильович, наказав передати вашому председателю пограничного комитета Республики Беларусь, генерал-лейтенанту Лапо, пламенный привет и лично передать 30 серебряников. Это приказ. И это вручить своему генерал-лейтенанту Лапо. Это приказ для вас, но не для меня. С презрением. Так званыя беларускія дыпламаты пакінулі тэрыторыю Украіны. Як гаворыць пра гэта дэмакратычная супольнасць, надыдуць тыя часы, калі вернуцца беларускія дыпламаты, але тыя, якія і павінны быць у беларускай амбасадзе, сапраўдныя, дэмакратычныя і незалежныя. І ўжо цяпер з намі на сувязі кіраўнік народнага антыкрызіснага управлення, а таксама былы амбасадар, дыпламат Павел Латушка. Вітаем, спадар Павел. Вітаю вас, добрый вечер. Выезд усіх беларускіх дыпламатаў з Украіны, што для вас азначае? Нейкі сігнал? Ну, первое, есть практика дипломатическая, когда посол, работающий в приграничном государстве, он встречается при въезде впервые на территорию страны и также провожается руководством пограничных служб или местных властей В данном ситуации я понимаю, что господин Сокол, которого, конечно, господином сложно назвать, покидая территорию Украины, к нему провожал представитель пограничной службы Украины. Как правило, это руководители регионального подразделения. В моей практике именно так и было, когда я работал послом в Польше. И вот как раз-таки на прощание по случаю отъезда посла, по случаю завершения миссии, мы можем предположить, конечно, что это именно так и есть, он сделал тот подарок 30 серебряников от имени председателя пограничного комитета Украины. Это действительно очень яркий жест, очень четкий и правильный посыл представителю диктатора в Украине о том, что белорусские дипломаты, к сожалению, как и власть, сегодняшняя нелегитимная власть Беларуси, они предатели украинского народа. Что касательно, в принципе, факта, что уехало 11 дипломатов, я проверил, что еще до 2021 года среди сотрудников посольства в Украине значилось 15 дипломатов. Я могу предположить, что, наверное, произошло сокращение, о чем говорил Маккей по всем загранучреждениям, и не исключение, что это Украина, значит, осталось 11. Мы можем только предполагать, что, скорее всего, все белорусские дипломаты покинули территорию Украины. Возникает вопрос, сделали ли то же самое украинские дипломаты в Беларуси? Мы пробовали связаться с посольством Украины в Минске, к сожалению, нам не удалось, но это суббота. Если вам удастся, как журналистам, получить информацию, я думаю, это очень важный фактор. Если оба посольства прекратили свое функционирование, значит, это может говорить о том, что может стоять вопрос о разрыве дипотношений или приостановке отношений. Может быть, конечно, вопрос, как мы знаем уже из практики украинских событий и военных действий на территории Украины, наземной операции, на которую может решиться Лукашенко по указанию Кремля. То бок гэта можа азначаць, што дыпламаты нешта ведаюць больш, чым ведаем усе мы. То бок Лукашенко паінфармаваў сваіх дыпламатаў пра нешта, што можа іх чакаць на гэтай тэрыторыі. Ну, інфармуюць хутчэй за ўсё амбасадара, таму гэта можа ведаць Сокол, прадстаўнік КДБ, які сядзіць у Кіеве, сядзеў у Кіеве, ці застаўся, мы гэтага не ведаем. У пасольстве гэтым, напэўна, быў супрацоўнік Камітэта дзяржаўнай бяспекі, які афіцыйна акрэдытаваны пры спецслужбах украінскага боку. Больш малодшы склад, сярэдні склад дыпламатаў гэта ведаць не мае права. Ну, зразумела, што чуткі могуць разнесціся. Но, як правіла, аб гэтым інфармацыі
інфармуецца амбасадар. Ці інфармуецца ён аб тым, што адбудзецца нейкая агрэсія ў бок Украіны, я таксама бы меў бы сумневы. Хутчэй за ўсё быў дадзены загад сабраць усе рэчы і пакінуць тэрыторыю Украіны. Тэма магла, яны не маглі быць і не паінфармаваны аб тым, чаму гэта адбываецца. А ўвогуле, як выглядае з боку міністэрства, ці клапоцяцца пра сваіх супрацоўнікаў, і з такім клопатам гэта звязана, што чакаецца нейкая атака ці яшчэ штосьці? Бо, напрыклад, сёння з'явілася інфармацыя Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі, а такія паведамленні рэдка з'яўляюцца проста так. Яны зноў узгадалі хімічную зброю. Вось гэта ці не такі сігнал вельмі небяспечны? Ці зарано про гэта казаць і нагнетаць, як кажуць? Ну, с точки зрения обеспечения безопасности белорусских загранучреждений, это сложная тема, потому что защищают ряд посольств представители Госпогранкомитета. Так, например, вот работая в Польше, у нас было 2 сотрудника Госпогранкомитета, в Париже также 2 сотрудника охраны посольства, это пограничники белорусские. Дополнительные какие-то меры безопасности не в состоянии ни организационно, ни финансово, материально обеспечить белорусское государство никогда не могло, поэтому все полагались на содействие со стороны принимающей стороны. Здесь говорить о том, что такое содействие не будет оказано, я не хотел бы. Все-таки Венская конвенция действует, и Украина не та страна, которая планировала бы какие-то акты агрессии в отношении белорусских дипломатов. Но вместе с тем мы понимаем, в какой обстановке все это происходит. Когда с территории Беларуси летят ракеты, когда идет агрессия, танки входят, солдаты, когда взлетают самолеты, вертолеты, и рассчитывать на то, что украинские власти будут в лепешку расшибаться и защищать белорусских дипломатов, ну, мне кажется, это иллюзии. И я думаю, что их где-то понять можно, хотя не хотелось бы оказаться в такой шкуре, но это выбор как раз-таки Сокола и тех дипломатов, которые были с ним. Но работать в стране, которую атакует государство, которое вы представляете. Что касательно других мер, вот биологическое оружие, но это будет, сейчас мы будем спекулировать, планируют ли применить биологическое оружие, и в связи с этим эвакуировали дипломатов. Я не хотел бы так вот какие-то такие, не знаю, замудренные сценарии переходить. Но еще раз говорю, возможность обеспечения безопасности мизерная. Но надо понимать, что в Украине очень большой комплекс посольств. Туда было вложено очень большой ресурс. Кстати, и это по решению Лукашенко, и это достаточно большая собственность Беларуси, которая, кстати, не исключаю, на нее может быть в перспективе наложен арест в рамках компенсации за те потери, которые несет сейчас материальные, просто человеческие потери жизни людей Украина в связи с агрессией, с соучастием в агрессии со стороны Беларуси. Это может касаться и активов других государственных компаний Беларуси, работающих в Украине. Такие активы, безусловно, есть. И пускай бизнесмены, вот такие как Шакутин, которого я знал в прошлой жизни, возмущаются санкциями, пускай они отдают себе отчет, что это будет происходить. И это неминуемо до тех пор, Александр Васильевич Шакутин, до тех пор, пока вы будете поддерживать диктатора, сошедшего с ума. Потому что этот человек совершает историческую катастрофу для отношений между Беларусью и Украиной, между нашими народами. Не дай бог, что он перейдет границу. Это историческая катастрофа. И будут страдать в том числе и ваши интересы в Украине. Сегодня в интервью японскому телеканалу Александр Лукашенко заявил, что Россия в ходе переговоров предлагает Украине такие вещи, которые происходят в самой Беларуси. Ну и Украина, по словам Лукашенко, должна стать такой же страной, как Беларусь. По вашим ощущениям, возможно ли это? И как бы вы оценили эти слова? Вы знаете, у меня сегодня было несколько интервью украинским телеканалам. Они, конечно, все время спрашивают, как белорусы относятся к этой войне, как армия относится к этому. И попросили комментировать, в том числе интервью Лукашенко японскому СМИ. Ну давайте будем откровенно честны друг перед другом. Ну что там можно комментировать? Разве там в принципе логику можно найти?
Он же отрицает в ходе интервью с собой же представленные тезисы. Он возвращается к предыдущим тезисам, пытается их изменить, но потом же в этом же интервью опять их меняет на обратно. Там же не прослеживается никакой логики. И говорить о том, что он выступает в интересах украинского народа, что вот раньше он говорил, за 3-4 дня мы сможем оккупировать, ну не оккупировать, а вернуть Украину в лоно наших 3 стран. Ну, вся эта риторика, она какая-то запредельная, она бессмысленная. У меня складывается впечатление, что если у этого человека осталась хоть часть адекватности в его разуме, скорее всего, он умышленно сейчас делает все, чтобы уничтожить Беларусь как государство, как можно негативно нанести ущерб имиджу Беларуси и белорусов в том числе, уничтожить нашу экономику, потому что, ну, реально такое ощущение, что у него после меня уже пускай все горит синим пламенем, а потом вы меня будете вспоминать, какой я был великий руководитель, как при мне было все стабильно и хорошо. Мне кажется, что вот именно эта нотка сейчас в нем и руководит. Или это не нотка, а это целое направление. Комментировать это сложно, честно вам скажу, это просто невозможно. Але спадар Павел, тут пытанне вельмі важнае, наколькі тое, што ён кажа, вось гэта самастойныя ягоныя нейкія фантазіі, ці гэта ўсё ж такі тое, што яму скажуць у Крамлі, то ён і будзе рабіць, бо ён ужо нічога абсалютна не вырашае ў гэтай справе. Мы з вами ведаем і разумеем, і гэта пазіцыя Народнага антыкрызіснага ўправлення, якую мы агучылі 3 дні таму назад. Гэта працавалі нашы дыпламаты, юрысты, эканамісты. Мы аналізавалі гэтую сітуацыю. Беларусь сёння знаходзіцца пад расійскай акупацыяй. У нас неабмежаваная прысутнасць расійскіх войскаў па ўсёй тэрыторыі Беларусі. Ракеты, самалёты, верталёты, тэхніка, яны ўваходзяць, яны выходзяць, вылетаюць, прылетаюць, яны страляюць па Украіне. Мы не кантралюем сёння беларусы і Беларусь як дзяржава сваю тэрыторыю. Мы акупаваны Расійскай Федэрацыяй. А Лукашенко сёння гэта марыянеткавы ўрад, які прадстаўляе захопніка, міністр абароны Хрэнін, які зрабіў наўпроставую лінію, каб яму можна было тэлефанаваць з нейкімі праблемамі. Вось глядачка наша датэлефанавалася, мы гэта паказвалі ў эфіры, гаворыць, што праблема гэта тое, што войскі на вуліцах расійскія, гэта тое, што бамбяць суседзяў. Ён кажа, а у вас ёсць рэальныя праблемы, асабістыя праблемы, вось камунальныя нейкія, яшчэ штосьці. Што пра гэтага міністра ўвогуле можна сказаць? Ну, во-первых, это, я думаю, что заслуживает очень серьезного, глубокого расследования, и мы обладаем инсайдером, насколько уже на протяжении длительного времени вся верхушка Министерства обороны, секретариата Совета Безопасности находится под полным контролем Совета Безопасности Российской Федерации, господина Патрушева и Шойгу. Фактически это были спящие личности в системе власти Беларуси, которые были специально внедрены туда для того, чтобы осуществить ту операцию, которая осуществляется сегодня. И это, кстати, один из факторов угрозы для самого Лукашенко. Ему никто не заходит и в кабинет прямо не говорит: вы знаете, Александр Григорьевич, если вы не будете выполнять приказы Путина из Кремля, то вы будете ликвидированы. Нет, таких слов ему никто не говорит. Но по различным чатам, по различным каналам, и я наблюдаю за этим, происходит вброс информации о том, что есть уже группа генералов, которая готова осуществить военный переворот в Беларуси. И что Лукашенко может быть ликвидирован именно этими генералами по указанию Кремля. Я думаю, это фактор воздействия на его психику в том числе. Но это реальный сценарий, который тоже может быть иметь место. Ведь количество выездов того же Вольфовича, секретаря Совета Безопасности, того же Хренина, даже по частным поездкам в Российскую Федерацию зашкаливает. Значит, частные поездки были связаны с контактами с высокими представителями Генштаба, ФСБ и секретариата Совета Безопасности Российской Федерации. Они сегодня те люди, которые выполняют волю только одного хозяина. И этот хозяин не в Минске. Дзякуем за гэтую размову. Павел Латушка, Народнае антыкрызіснае ўпраўленне, быў з намі на сувязі. Дзякуем.
Но мы продолжаем наш эфир, и давайте перенесемся в Украину, поговорим о том, что происходит в украинских городах. Вот только что появилась новость о том, что в Бердянске, оккупированном российскими войсками, похитили главу микрорайона Коса Виталия Давиденко. Там в Бердянске действительно ежедневно проходят акции протеста против российских войск. В городе участились обыски по российской традиции у участников митингов. Ну и вот во время подобного обыска у главы микрорайона, у Виталия Давиденко, якобы изъяли оружие, искали оружие, мужчину избили. Но оружие, кстати, так и не нашли, простите за эту ошибку. И с 13 марта с ним нет связи. Таксама спадарства з'явілася інфармацыя пра тое, што некаторых жыхароў вось гэтых тэрыторыяў, дзе ідуць баі, акупанты змушаюць выязджаць на тэрыторыю Расіі, адвозяць іх у нейкія аддаленыя гарады, населеныя пункты, і пра іх лёс нічога не вядома. Да, другим жителям все-таки везет, они эвакуируются в другие области Украины. И с нами на связи как раз находится сейчас житель Мариуполя Роман Амелякин, которому удалось 16 марта выехать из Мариуполя в Запорожье. И мы поговорим с Романом о том, как прошли эти страшные дни в Мариуполе, где он все это время находился, и как проходила сама эвакуация. Роман, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите нам, пожалуйста, что вам пришлось пережить в Мариуполе, в каком состоянии находится город и, прежде всего, люди, которые оказались там заблокированы российскими войсками? Пришлось пережить такое, о чем раньше я видел только на кадрах кинохроники Второй мировой войны. То есть это постоянные бомбардировки и обстрелы артиллерийские города абсолютно по всем районам, независимо от того, там находились какие-то рядом военные объекты или нет. Вот, я видел погибших людей очень много на улицах, просто лежащих на улицах, завернутых в одеяло или там ковры, потому что убирать их было некому, все боялись под обстрелом это делать. Также в городе отсутствует с 1 числа, с 1 марта электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, а с 5 марта еще и газоснабжение. То есть люди воду набирают в источниках, собирают только снег или из луж, если дождь идет. Еду готовят на костре. Вот. При этом следует заметить, что еду в город не подвозят, магазины не работают. То есть люди живут на тех запасах, которые были у них сделаны там, в первые дни войны или до войны. А также используют ту еду, которую удалось получить там из магазинов, которые начали открывать, когда стало понятно, что придет продовольственный кризис. Открывать при помощи городских властей и полиции. А сколько сейчас еще жителей остается заблокированными в городе, если вы можете примерно как-то оценить количество людей? Примерно 1200-250 еще. Это огромное число людей. Так, около половины города. Роман, а скажыце яшчэ такі момант, як праходзіла эвакуацыя, бо вельмі шмат разоў яна зрывалася, не было магчымасці выехаць, таксама абстрэлы не спыняліся нават мірных калонаў. Як праходзіла ваша эвакуацыя? Действительно, о первом коридоре было объявлено еще в начале марта. Министр по оккупированным территориям Украины Ирина Верещук объявляла о зеленом коридоре, однако же этот зеленый коридор так и не заработал и поныне из-за того, что на этой дороге были обстрелы, не прекращались. Мы пытались с семьей выехать еще в первый раз, однако, и не только мы, там много жителей Мариуполя, однако нас всех ждало разочарование. После этого какое-то время были одиночные попытки людей собираться какими-то там сельскими дорогами, центральными. Кому-то удавалось, кому-то нет. И вот 14 марта колонна людей собралась и выехали на свой страх и риск самостоятельно в направлении города Бердянска. После того, как им это удалось, они дали знать, в некоторых местах города охранялась связь под вышками, неизвестно где-то о 3 таких местах, но были и другие. И там
скажем так, сарафанное радио разнесло эту информацию по городу. На следующий день, 15 марта, собралась уже большая колонна машин. А мы с семьей выезжали еще через день, 16 марта. И была просто огромная колонна, около 2500 машин. Вот. Мы ехали около 3. Таксама з'явілася такая інфармацыя, што акупанты гвалтоўна вывозяць некалькі тысячаў жыхароў Марыуполя на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі. Пасля фільтрацыйнага лагеру ў Новаазоўску у іх забіраюць украінскія пашпарты і вывозяць як палонных далей у Расею. Пра гэта заявіў дарадца мэра Марыуполя Пётр Андрушченка. Ці вось гэты момант нешта вам вядома пра тое, што вывозяць у Расею жыхароў Марыуполя? Когда я выезжал в Мариуполе, еще не было российских, они еще не контролировали ни один район города, кроме села, поселка Виноградное, который находится в микрорайоне Восточном. Я не имел туда доступа, однако слышал, что из этого микрорайона, там, из этих поселков, людей эвакуировали в Новоазовск. После того, как я выехал, оккупационные войска продвинулись там на несколько улиц, и часть района, в том числе крупное убежище, где находилось около 4000 человек, попало в зону их контроля. И вот что стало, я доподлинно сам не знаю, тоже получил эту информацию от советника мэра. Поэтому не подтвердить, не опровергнуть как свидетель не могу это. Роман, яшчэ адзін момант, бо кадры, як попала бомба, была скінутая адмыслова у драмтэатр у Марыуполе, дзе былі надпісы «Дзеці», і пад заваламі да гэтай пары знаходзяцца людзі. Ці вы штосьці ведаеце пра гэта? Што з гэтымі людзьмі? Да, я был в этом бомбоубежище, видел, это было 14 марта я там было очень много людей. Они располагались не только в подвалах, но и в зрительном зале, и там в коридорах, в холле театра. Буквально лежали вот так, там, один к одному матрас, одеяло, бегали дети. 15 числа часть людей этих выехала во втором потоке. Вот, я видел, что машин возле него стало гораздо меньше. 16-го был нанесен удар, поэтому 16-го или 17-го был нанесен удар по драмтеатру, я видел уже на фотографиях развалины. Я могу только предполагать, сколько людей там погибло. На самом деле никто сейчас вам не назовет точную цифру, даже ориентировочно не назовет. Знаю только, что развалы разбирают жители потихонечку, спецтехники нет. Бо вядуцца таксама вядуцца абстрэлы ўвесь час. Радыя, што вы ў бяспецы, і радыя, што тысячы марыупольцаў таксама ў бяспецы, але мы ўсім сэрцам з тымі, хто застаецца ў гэтым горадзе, які знаходзіцца ў блакадзе. Дзякуй вам, Роман, за гэтую размову. Роман Амелякін, жыхар Марыуполю, які выехаў, без перабольшвання ў пекла. Мариуполь действительно уже 3 недели находится в осаде. Российские войска не выпускают людей, которые хотели бы эвакуироваться из города, не пропускают внутрь гуманитарные грузы. Эвакуироваться сложно и опасно, потому что город находится под постоянными обстрелами. Но в последние дни из города все-таки удалось выехать нескольким тысячам жителей Мариуполя, так как Роману, который был в нашем эфире, и уже через несколько минут их рассказы о абсолютно невероятной катастрофе, которую им пришлось пережить в этом городе в нашем эфире. Ну а мы на этом с вами прощаемся на сегодня. Мы дзякуем спадарства. Маша Макарова по-руску, Сергей Пацасонны по-беларуску. Дзякуй, што застаецесь з Белсатам. Чытайце нас таксама ў сацыяльных сетках, шукайце нас у Тэлеграме, на нашай інтэрнэт-старонцы. Уже заўтра жывы эфір працягнецца о 8 гадзіне раніцы. Зноў у гэтай студыі 24 дні вайны в Украине. Слава Украине! И берегите себя.
12, 13 и 14 число постоянно бомбили самолетами, и мы сидели все в подвале. Вот, и от взрывов рядом в домах вылетали стекла.